Всем привет, друзья! Вы на канале Cult Games. Мы с вами начинаем проходить свеженькую игру Sherlock Holmes Awakened Remastered. Вообще, оригинал этой игры вышел в 2007 году, но сейчас его разработчики переделали и, короче, выкатили ремастеред с улучшенной графикой, поменяли немножко сюжет там и так дальше. Я снимал на эту игру короткий обзор, он есть на канале, а сегодня мы начнем ее проходить. Дело в том, что я ее прохожу заранее, а сейчас буду вам показывать уже типа по второму кругу. Вот, я прошел первую главу и сейчас вам ее покажу. То же самое будет со всеми остальными главами. Сделаю это, ну, короче, не как обычно, да, когда мы с вами вместе проходим с первыми впечатлениями игры. Здесь будет немножко по-другому, потому что игра реально сложная и много надо тупить. Типа, надо думать очень много, и на это тратится очень много времени. Для того, чтобы, ну, типа, вы не смотрели непонятно что, кучу времени, как я трачу на тупизм, я прохожу и по свежей памяти сразу записываю главу. Вот, короче, поехали. Игра реально заставляет думать, еще раз вам скажу. Вот. То есть, если вы пришли сюда за каким-нибудь там шутером или просто приключениями, то вы не по адресу. Вот. Тут надо много исследовать, смотреть, искать улики, там, разговаривать с людьми и так дальше. Это наш доктор Ватсон. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. To see what the postman brought today. Итак, друзья, Ватсон должен был принести нам газеты, принес. Нужно сейчас посмотреть. Управление самое обычное, мышка и WASD, но есть еще куча различных функций, которые нам будут открываться по мере прохождения игры. Так, графоний, в принципе, достойный, сделан на Unreal Engine 4, игрушка сделана. Вот, тем более, что сделана она буквально за год, с практически минимальным бюджетом, вот. То есть, блин, для таких сроков, для такого бюджета игра более чем достойная, а сюжет здесь вообще очень и очень неплох, да и сами дела очень неплохие. Итак, когда видим желтые дужечки, это значит, что с предметом можно взаимодействовать. Сверху у нас 0 из 3, это всего количество предметов, с которыми нужно повзаимодействовать, поэтому поехали. Их можно вращать мышкой, а также кнопочками переворачивать. Когда видим белый кружочек, жмем левую кнопку мышки, это взаимодействие. То есть так мы его не видим, переворачиваем, видим белый кружочек, взаимодействуем. Another letter from Werner.
I never reply, but they keep coming. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door. Есть газетная статейка. Пропал телохранитель у шведской принцессы Ильдур. Короче. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Так, в общем, Шерлок не понимает, почему Ватсон не принес ему еще одну газету. Ватсон говорит, что она может быть в мусорном ведре. Внизу. Оденем своего персонажа. При нажатии на букву С у нас открывается вот такая вот менюшка. Здесь есть куча разных херни. В принципе, сейчас, ну, типа, есть карта. Вот, есть гардероб. Вот, давайте его оденем как для дождевой погоды. Быстренько. Примерно вот так. Выходим на улицу. И сразу же смотрим в мусорный бак. Опять два взаимодействия. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. Газета была испачкана землей. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Да, также видим, что характер у Шерлока... Характер у Шерлока примерно такой же, как в сериале HBO Шерлок. Да, про современного Шерлока. Вот, но это все действие происходит у нас в конце 19 века. Вот. Теперь мы подходим к... Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson. Sure, now I can take the day off. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Ever heard of a well-read assassin? Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Так, в общем, что мы имеем? Здесь лежали газеты. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Нужно отбежать, чтобы этот не заебывал малой. Короче, там лежали газеты на тротуаре. Потом малой увидел человека с кучей книг, который шел. Потом раздался непонятный бабах. И типа этот чувак скрылся. Ушел.
Газета была испачкана почвой. И фактически это все, что у нас есть. И теперь смотрите, нам предлагают посмотреть дворец памяти. Это у нас вот тут. Здесь есть, короче, это будут наши типа как бы умовыводы. Жмем. Посередине нужно сложить картину. Ну, назовем это так. Используя, нажимая Q и E, тут есть предметы, сборники предметов, есть наблюдения, которые мы делаем, и есть документы и свидетельства. Посередине цвета, которые нужно сопоставить. Ну, то есть, к примеру, синенький есть, значит, надо взять какой-то предмет, потому что они синего цвета. Например, книга из Барнса. Зеленый — это у нас документы и свидетельства, они зеленого цвета. Составляем с этим синим, который уже подвязан. И если мы правильно сопоставили все, типа связали вместе, то мы получим умовывод, скажем так. Мы типа получим новые зацепки. Если мы сопоставляем их неправильно, те доказательства, свидетельства или что-либо остальное, оно просто исчезает, а то, что надо, оно остается. Короче, будем с вами еще делать, я покажу в будущем. Итак, новосел. Ну, блять, это механический перевод, тут мальчик должен быть. Мальчик сказал, что подозрительный человек нес стопку книг. Сегодня утром мистер Барнс, местный книготорговец, доставил роман для доктора Ватсона. Кактусовый корешок для убийства, громкий взрыв. Необходимо навестить мистера Барнса. Короче, идем к мистеру Барнсу. И когда мы распутали, типа, умовывод, он становится зелененьким. Следующего еще у нас нет, потому что мы еще не получили вопрос, который надо распутать. Так. Тут все наши всякие умовыводы, тоже всякие доказательства, все собрано будет примерно здесь. Типа Стрэнд пропал, все о том, что мы уже знаем. Про кактус, тут, короче, всякая херня и так дальше. Разговор, это иконка разговора. Когда мы видим вот такую вот иконку, я, кстати, очень долго тупил потом, перечитывал, управление, скажем так. Это надо будет пришпилить кнопкой X. Вот, видите, я нажал X, она типа стала белая, это значит, что оно уже пришпиленное, типа. Вот. Теперь у нас в правом верхнем углу пришпиленная хрень, на этот раз фотография, и по этой фотографии мы вот ищем и находим нужный нам магазин. Нам нужно войти, но сначала давайте сделаем еще одну штуку. Кроме основных заданий, я так понял, что есть еще дополнительные задания. Тут оно очень быстренькое, очень легкое. Обходим магазин. Вот. И когда мы пришпиливаем какую-то хрень, мы можем спрашивать у людей, где это находится, или там если, мы пришпилили какую-то улику, или там какой-то разговор, короче, или какой-то умовывод, неважно. Он будет спрашивать людей о том, что мы пришпилили. Типа, я думаю, что вы разберетесь. На этот раз мы пришпилили фотку магазина книжного, и поэтому он ходит и спрашивает именно о книжном магазине. В общем, неважно, мы здесь не за этим. Тут лежит кукла. Немножко ее поворачиваем, появляется белый кружочек. И мы находим карту, где лежит следующая кукла. Нам всего нужно будет собрать 3 куклы. Всего их будет 4, но для начала надо собрать 3. Они разбросаны по городу. И типа около каждой куклы есть карта, где найти следующую. Вот. Остальные мы потом с вами поищем. Пока возвращаемся. Заходим в магазин.
Смотрим. Прямо как в сериале, типа, осматриваем нашего подозреваемого. Мешки под глазами. Переутомляется чувак. Дальше. Руки. Видите, там, где нужно смотреть, такие вот желтенькие хуйнёшки летают. Типа искорки такие. Ну, подсказывая, куда именно смотреть. На руки. Чернила. То есть руки перепачканы в газетных чернилах. Спускаемся ниже кнопочками VASD. Смотрим на колени. Сильно опирается на правую ногу, потому что болит левая нога. И последняя хрень. Высокие каблуки, хочет выглядеть выше. Итак, кто же он? Жертва шантажа или трудоголик? Можем сделать вывод. Почитать и подумать. И в принципе тут не особо важно, что мы выберем. Типа. Вот, просто он составит свое мнение о человеке. То, которое мы выберем. Я здесь, например, выбираю трудоголик. Жмем пробел. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Да, это было нелепо. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Так, теперь смотрите, при нажатии на Z проносится такой барьер, который зажигает желтеньким предметы, с которыми можно взаимодействовать. Это что-то типа Ревелио в Hogwarts Legacy, кто смотрел. Нажали Z, загорелись предметы, с которым можно взаимодействовать. Ходим, взаимодействуем, короче. Тут две штуки надо найти, две улики. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Так, вечные растения для вечной любви. Короче, заметка о кактусах. Тут еще есть собачка. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Тут есть лестница. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Идем дальше. С Ватсоном нет смысла взаимодействовать. Он просто будет кидать какие-то стандартные фразы. Идем дальше. Идем сюда, к витрине. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who an improvised stand, but it does make the flowers more visible. The finest view London has to offer. Итак, что мы тут увидели? Стоит, засохшие цветы стоят, специально на подставке, чтобы их было лучше видно. Шерлок предположил, что это какой-то тайный знак шпионский. А напротив, в окне мы видим продавщицу с цветами, короче. Ну что ж, поехали к продавщице с цветами, спросим. Может, это именно для нее стоят эти засохшие цветы? Dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Подходим к прилавку и смотрим цветы. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them.
Familiar spine. That's what I found in my dustbin. В общем, кактус с такой же иглой, которую мы нашли в мусорном ведре около своего дома. Переворачиваем этот кактус и находим трещину. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Идем разговаривать. Смотрим на нашу женщину. Итак. Макияж. Отдаленный взгляд. Избегать зрительного контакта. Брошка траурная, какая-то специальная брошка, типа, которая показывает, что у нее умер муж. Поэтому она носит эту брошку. Шкары чистенькие. И, короче, отличная, слишком отличная одежда для ее работы. Итак, нужно составить о ней свое мнение. То есть, либо она все еще горюет по мужу, либо она готова двигаться дальше. Ну, так как она одевается там во все новенькое и так дальше, то, в принципе, можно предположить, что она готова двигаться дальше. Но она все еще носит брошку, поэтому она все еще помнит мужа. А также она наносит макияж, поэтому, возможно, она скрывает следы слез. Хрен знает. Короче, тут, в принципе, тоже не особо важно, что вы выберете. Так. То есть, хотя миссис Флеминг бережно хранит память об ушедшем муже, она все-таки пытается жить дальше, о чем говорят ее макияж и красивый наряд. Возможно, она одевается, чтобы привлечь чье-то внимание, или просто потому, что снова научилась любить себя. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Так, идем предоставим доказательства. Тут, в принципе, не важно, что вы будете выбирать, потому что если выберете неверно, то просто будет возможность выбрать что-то другое. А если выберете верно, то будет кат-сцена. Вот, поэтому, в принципе, можете вообще все подряд выбирать, никаких проблем с этим нет. Вот, но я, по-моему, помню, что здесь нужно выбирать. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Спросили ее о кактусе, оказывается, кактус не ее, его просто ей подбросили или просто там поставили около цветов. Она вообще занимается цветами, а совсем не кактусами. Вот, то есть кактус ей кто-то дал. Ну и смотрим дальше. I don't know anything about this, sorry. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog.
And most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Итак, то есть, что мы знаем, что она нам рассказала, что мистер Барнс, то есть владелец книжного магазина, специально завел, скорее всего, собачку, чтобы видеться с этой чувихой в парке и завести с ней разговор. То есть можно предположить, что мистер Барнс хочет познакомиться поближе, начать встречаться с красивой вдовой. Вот. Идем в наш дворец памяти и связываем вместе наши доказательства и так дальше. Итак. Нужна синенькую штуку, потом одну желтенькую штуку. И одну зелененькую. Две угадали, одну не угадали, и она тупо исчезла. То есть нам нужно дальше подобрать. Блять, что это, зеленая? Да, зеленая. Итак, мы приходим к выводу, что мистер Барнс любит миссис Флеминг. Он специально поставил букет, чтобы привлечь внимание миссис Флеминг. Возможно, он надеется, что она зайдет и даст ему совет по поливу, потому что он специально показывает, что засохшие цветы. Барнс подарил ей кактус, короче. Очевидно, что он шел с этим кактусом, и типа он у него выпал из рук просто около нашей двери на Бейкер-стрит 221Б, и типа так он испачкал землей газету, которая там лежала. Кактус он нес этой чувихе как подарок. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Возвращаемся. Так, эту хрень уже можно отцепить. Она мешает на пол экрана. Где она? А, вот она. Вот, открепили, чтобы она не мешала, блин. Фотка магазина. Так, идем к продавцу. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Неважно, что мы выберем. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Можем дать ему совет. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman.
What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Мы наконец-то получили ту газету, которую хотели прочитать. Итак, взрыв селитры потряс доки. Прошлой ночью жители лондонского порта пережили грубое пробуждение. Громкие взрывы, густой красный дым нарушили покой. Торговые судна Москва причалила к пирсу. Ранним вечером, были взрывы. Администрация порта не комментирует инцидент. Неизвестно, находились ли члены экипажа на борту в тот момент. Очевидцы сообщают, что селитра, вот это важно, селитра вытекала в реку. Но поскольку эта территория все еще закрыта для рабочих и общественности, может пройти некоторое время, прежде чем мы... туда мы пока пройти не можем, узнать, что же там толком произошло, типа к докам, и посмотреть на этот корабль. Dr. Watson, let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Уходим. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Итак, получаем новое дело. Пропал человек. Нужно будет его найти. Это второе и последнее дело в первой главе. То есть всего в первой главе будет 2 дела. Вот этот дом, но мы сначала пойдем не к нему, а немножко дальше за, опять же, дополнительной штучкой. Идем сюда, вот сюда, и тут находим еще одну куклу. Unnaturally bent legs, yet they look to be a design choice. Seems to be for me. Получаем еще одну карту. Теперь у нас 2 куклы на руках. Еще одну надо будет найти. И с помощью их 3 мы найдем 4-ю. За 3-ю куклой мы пока не пойдем. Мы ее пока подобрать не можем. Я покажу вам, где она, немножко позже. Пока идем к капитану. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. It's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help?
We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Короче, не совсем приятный человек, но все же нам нужно выполнить дело. В общем, мы его раскроем, не выходя за пределы сада. Я тут очень долго тупил, потому что здесь немного ошибка в игре. Объясню. Подходим сюда, можем взаимодействовать. Нам нужно найти 3 улики. Первая вот. Вторая вот. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. А третья вот. Она с каким-то непонятным зеленым солнышком. Короче, и нам не объясняют, что с этим делать. А объяснят немножко дальше, если мы пройдем. Но вот прямо сейчас не объясняют. Поэтому я вам объясню. Нужно нажать Q. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Вот аж сейчас нам объяснили, что, получив достаточно подсказок, Шерлок может использовать воображение, чтобы восстановить прошлое. То есть, нажимая Q, мы типа визуализируем, что здесь было раньше. Вот. Это нужно делать именно там, где появляется типа такое зеленое солнышко. Еще в чем прикол. Ну, то есть, смотрите. Сейчас мы можем сюда подойти, нажать E и увидим типа его представление о том, что здесь могло происходить. Кимихия стоит на колене и типа и все. Вот. Но как видим, сверху над короче, есть 5 кружочков, видите, выше. Первый из них, который голубенький, над ним есть еще 3 кружочка. Это будет 3 варианта того, что здесь происходило. Мы пока понимаем только первый вариант. Но короче, когда найдем больше улик, мы сможем сделать больше вариантов того, что тут происходило, визуализировать.
И, ну, короче, ладно, это уже потом я объясню. Пока, типа, выходим, нажимаем Q, идем дальше. Видите, опять, типа, солнышко зеленое. Следы от чего-то непонятного и зеленое солнышко. Включаем визуализацию. Could have left these tracks. They seem fresh. Выключаем. Идем к замку. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. В правом верхнем углу, видите, нам говорят, что нужно что-то пришпилить. Это я тоже долго тупил, не понимал. Короче, заходим сюда. Над этими иконками иногда есть глазик. Там, где есть глазик, значит, эту херню надо визуализировать, но для начала ее надо пришпилить. То есть, что это у нас такое? Тропинка в саду капитана Стенвика. В саду есть свежие параллельные следы. Мы ее пришпиливаем, то есть нажимаем X, она побелела, а теперь ее визуализируем. Раз. Но это еще не все. И следующую херню. Ключик с замком. Ага, это еще не здесь, это еще рано, понял. Заходим, нет, давайте сначала сюда. Дымоход. В дымоходе тряпочка. Крутим ее, крутим, пока не находим беленький кружочек. Во. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Так. Идем дальше. Заходим внутрь хижины. И видим здесь еще два солнышка. Видим мы их, потому что мы пришпилили эту хрень. Вот эту. Если бы мы ее не пришпилили, мы бы здесь сейчас солнышки эти не увидели и не смогли бы визуализировать. Вот, я не понимал, что нужно пришпиливать эту херню. Ходил тут с этой визуализацией, но нигде не было этих солнышек. Оказывается, сначала нужно пришпилить. Ну, там, где есть вот такой вот значок с этой, блядь, с кнопкой. А потом уже ходить и смотреть. В общем, визуализировали. Дальше. Две улики. Первая. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. И вторая. Это у нас подзорная труба. A small navy spyglass. Дальше. A scrap of hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Дальше. Не это. Тут больше ничего нет. Идем дальше. Так, тут вроде тоже. Да, идем сюда. Видите, на дымоходе был кружочек, он теперь стал серенький. И внизу тоже есть кружочек. The ashes are long since cold. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Button chops. The remains of a meal.
Итак, еще 3 улики. Дальше. Идем сюда. Is this a tanifa, a Maori water spoon, or something else? Either way, it's giving me chills. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Находим тут одежду, а тут... A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Так, теперь нажимаем, опять же, визуализировать. И видим, что здесь, оп, появляется образ нашего слуги, короче, который кушает наркотик. Дальше. Здесь появляется, нажимаем Е, появляется визуализация того, как типа он набухался и тут, короче, перевернул эти, разбил ящики и типа ебанулся. Так, ну в общем, чего-то не хватает для полноты картины, а значит нам нужно идти поговорить с нашим этим, блядь, с капитаном, с заказчиком, короче. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimihia's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Are you joking? Why would I know this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimihia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Узнали, что подзорная труба точно не слуги, не Кимихии. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. I thought you were meant to be intelligent. Where on earth are you going with this? I thought you were meant to be intelligent. Do you happen to know Kimihia's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Has Kimihia ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Итак, что мы узнали? Мы узнали, что подзорная труба не слуги. Мы узнали, что он не использует жевательный табак, никогда не употреблял. А это значит, что здесь был кто-то другой. А еще мы узнали, что ключ есть только у Кимихии и у хозяина. Так. Подходим сюда с визуализацией своей. Есть два варианта. Можем прокручивать буквами либо R вперед, либо E назад. Итак, что мы можем сделать? Два варианта. Либо это Кимихия открыл ключом, либо это незнакомец, stranger, открыл. Ну, типа, видите, просто фигурка. Не человек, типа, которого мы типа как бы знаем, а просто непонятная фигура, типа незнакомец. Оставляем незнакомца, потому что, скорее всего, это именно незнакомец открыл замок. Дальше. Идем сюда. Мы знаем, что слуга не пользовался табаком, а это значит, что нужно здесь поменять нашу картину.
на незнакомца с трубой. Так. Что здесь еще есть? Есть еще незнакомец без трубы, но мы-то знаем, что труба, типа, была принесена с собой незнакомцем. Значит, ставим его с трубой. Дальше. Заходим в наш Mind Palace. Дворец памяти. Идем сюда. Связываем. Я тут уже реально не помню, ребят. А куда ведет след Кимихи, мы это еще пока вообще не сможем распутать. Нам вот эту хрень надо будет распутать, но мы пока, видимо, еще не все нашли улики. Так, тут мы поставили правильно, там мы поставили правильно. Идем сюда. Итак, что здесь могло произойти? Скорее всего, он не сам употреблял опиоиды, потому что у него не было ни денег, ни он не был замечен ни в чем подобном. Значит, прокручиваем. И, скорее всего, это незнакомец подложил в трубу опиоид и потом заткнул, типа... тканью эту херню. Наш Кимихия надышался опиоидом и потерял сознание. Незнакомец зашел, и Кимихия тут не сам упал, а скорее всего ему помогли, поэтому прокручиваем. Вот. То есть его тащили, и человек перецепился, типа, и упал. Таким образом, Кимихия оставил кусок своей ткани между, там на полу. Этот ёбнулся, сюда. В общем, все было как-то примерно так. Так, что дальше? Нет, тут мы все сделали. Нужно прикрепить эту хрень. Вот так. Потому что, опять же, у нас есть здесь знак кнопки и знак визуализации, типа концентрации. Вот есть еще следы. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Появился новый этот знак визуализации. Нажимаем Е. И типа все подходит. Можно тут, конечно, еще повыебываться, прокрутить, какие еще есть варианты. Типа Кимихия сам съебывался. Либо незнакомец что-то спиздил и съебывался. Но на самом-то деле мы понимаем, что Кимихи увезли на тачанке. Незнакомец увез нашего слугу. Теперь, когда мы все выбрали, все расставили правильно, везде все визуализации, можно нажать F. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimihia went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimihia inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimihia had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Итак, спиздили нашего слугу, мы это поняли. Теперь идем, расскажем об этом капитану. Эту хрень можно открепить, чтобы она опять же не мешала. Где оно? Блять, где оно?
Хрен знает. А, ну, типа, можно закрепить что-нибудь другое, открепить, и оно пропадет. Так, едем. You'd best have found something by now, gentlemen. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Пидорас хамит. Неприятный абсолютно человек. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Пидорасина. Ну ничего, мы ему неплохо ответили. Так, теперь можем зайти сюда. Сюда. Каковы примечательные черты похитителя? Две синеньких, одна желтая. Одну угадали, две не угадали. Что здесь? А, остатки табака. Блять, ни ту не угадали, ни ту не угадали. Ну, тут нет ничего подходящего, видимо, еще рано. Что-нибудь взял? Да, у нас, видите, синих уже больше не осталось, только подзорная труба, которая правильная, а нужно еще одно синее, то есть предмет нужно еще один найти, чтобы его сюда подвязать. Так, а здесь куда ведет след Кимихии? Здесь тоже, походу, еще рано. Я не помню, просто кучу всего нужно сделать. И идеально все ты не можешь просто запомнить. В общем, идем сюда. Открываем эту хрень. Включаем визуализацию. Нужно пришпилить сначала. Так, заходим сюда. Смотрим. Заставляют нас пришпилить. Будет визуализация.
Пришпиливаем иксом. И так мы видим следы. Идем по следам. Находим тележку. 3 улики. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimihia's cart, I gather. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Итак, мы нашли тележку, на которую увезли Кимихию. Нашли, визитницу, что ли, пропитанную селитрой. Видим, что клево смешана, завязана веревка морским узлом. Также мы знаем, что была у похитителя подзорная труба, значит, скорее всего, это моряк. Вот, но до этого нужно додуматься еще и в нашем дворце памяти. Так, кошелек с селитрой, подзорная труба и... И... Бум. Так, матросский узел угадали. Значит, должен быть матросский узел, подзорная труба. Сейчас угадаем. Вот. Кимихию похитил моряк. Это есть. Дальше. Куда ведет след Кимихии? Где его дальше искать? Похититель моряк. Одно что-то не угадали. Так, стренд привязали. Типа это наша заметка о взрыве селитры. Похититель моряк привязали. Еще нужно синенькое. Кошелек с селитрой. Итак, следы Кимихии ведут в лондонский порт. Нам крайне важно немедленно найти такси до лондонского порта. Это наше следующее действие. The strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. A large pile of horse droppings.
cigarette butts. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. В общем, это уже не важно. Важно другое. Идем сюда. Вот. Кукла. Еще одна. What does it say? No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Так, есть 3 куклы. Теперь идем сюда. Закончим это дополнительное задание. Так, только я откреплю эту херню, а то бесит. О. Вот наше такси, на котором мы уедем в лондонский порт. Но сначала, перед тем, как к нему идти, идем дальше. Идем сюда и проделываем следующие действия. A model of a homely room and fireplace. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something put inside. Looks like a factory to me. Wonder what could get the gears inside moving. Anne. A small minecart. Endearing, if disturbing. Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. Charles. Теперь с этими 3 ключами идем сюда. Children's clothes, judging by the size. Да, все 4.
Раз. Тут мы находили куклу. Тут. И эти две. Padlocks have names etched onto them. Anne, Tom, Charles. Все трое умерли. Вот фоточка. Tom, Charles, Anne, and Mary. Last doll seems recently made. Останавливайте, читайте. Not sure I like the treasure hunt's ending. Could we really have saved her, Holmes? No. Solving this crime is beyond my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor. В общем, узнали, что девочка покончила жизнь самоубийством из-за смертей друзей. Поднимается проблема детского труда. Так, теперь можем ехать в лондонский порт, и это будет конец первой главы. Where to, Gav? The port of London, please. I will show you where to stop. Кроваво-красная ночь. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat.
question remains, why abduct Kimahir? Итак, друзья, вторая глава. Она у нас намного дольше первой, но зато объяснять я буду намного меньше, поэтому надеюсь, что мы вложимся в часик-полтора. Что здесь надо делать? Я, как и предыдущую главу, эту главу уже прошел, поэтому сейчас просто быстренько попытаюсь вспомнить. Для начала. У нас есть такая штука. Это визитка Роя Солсби. Прикрепляем ее. Кнопка X. И спрашиваем о ней у посетителя. Can I ask you a question? Oh, you are fortunate. I will help you. Нам говорят, что Роя Солсби можно найти недалеко от верфи. Заходим вот сюда. И сразу же жмем Z, смотрим активные штуки. Так, у кого-то еще пропал человек. Гирвиш. Спросите Даю. Красная тряпка над входом в дом. Запомнили. Дальше. Короче, еще какое-то объявление о... Господи, как они называются? Короче, эти, которые вредителей истребляют. И еще какое-то объявление. Они, в принципе, нам не понадобятся. Дальше. Идем к барменше. Так, разговариваю. Сначала давайте понаблюдаем. Губы потрескались. Утренняя тошнота, рвота. Живот. Ну, понятно, что чувиха беременна. Брюки тугие. Пытается скрыть свою беременность. Подтверждаем портрет. А теперь поговорим. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Короче, нам рассказала, где затонул. Дальше. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Ну и тут просто методом подбора. Have you been drinking? What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Спросили ее о пропавшем человеке, но тот, который пропал уже здесь, около порта. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name. He's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Такс, поговорили. Рэл Солсби она знает, видела, но не знает точно, что это за человек. Выходим. И бежим на причал. Там будем искать Роя Солсби. Are you able to help me? No, sir, I've never heard of him. Да, сейчас, кого бы мы ни спрашивали о Рое Солсби, никто нам не поможет. Это проверено.
В этой главе, во второй, есть 2 дополнительных задания, кроме основного. То есть всего здесь 3 задания будет. Ну, в предыдущей главе у нас было одно дополнительное с куклами. Видите, вот одно будет о привидениях. Мы его раскроем с вами. Второе будет немножко позже. Так, пока нам нужно найти Роя Солсби. Мы на 3-м пирсе. А вот и он. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the 4th person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, and I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Now, where was I? Рост 5,5. Пятна от чернил. Золотые часы, очень дорогущие. Не мускулистый, он не подходит под описание нашего вора. Поэтому мы выбираем коррумпированный офицер. Коррумпированный таможенник может себе такое позволить. Тоже, опять же, методом подбора. Can't help you there, mate. Sorry, doesn't ring a bell. Can't help you there, mate. What are you on about? Can't help you there, mate. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Говорит, что он понятия не имеет, как визитная карточка его же попала на место похищения Кимихии. Так, зайдем сюда, посмотрим, что у нас здесь. Где Кимихия? Можем ставить пока что угодно, если у нас есть нужные цвета. И все исчезло. То есть таким образом мы избавляемся от ненужных нам... ну, короче, вы поняли. Очищаем себе путь для дальнейших размышлений. Заходим сюда, проворачиваем то же самое. А тут нам и не хватит. Тут нам надо 3 зеленых шарика. Это у нас документы и свидетельства. А у нас всего есть 2. То есть надо еще одно, и тогда можем пробовать что-то делать. Так, склад номер 2 в порту. Это у нас дополнительное задание. Ищем красную тряпку.
Второе дополнительное задание. It sounds as though those people will need my help. Hello, this is Dr. Watson. We'll take a look at your phone. The subject is hyperventilating. He has a pale face and dilated pupils. Freshly dug up treasures, it seems. Everything ends up in a river. It's a good thing these people take The something water has a from it. curious whitish tinge to it. Dilated pupils, decolorized skin, necrosis. What do you make of this, Doctor? All signs point towards acute poisoning. It could possibly be due to chemicals. I won't jump to any conclusions yet. Are you able to help me? Sorry, sir. Can't help you. Короче, отравлен человек, нужно понять чем. Отравлен чем-то в воде. Будем искать источник отравления. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. Не то. Gruesome. It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. Тоже не то. Waterway goes under the buildings. А вот и красная To тряпка. find other open sections in order to continue our search. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. Don't go anywhere. Теперь сюда. I miss Girves. Do you think he's okay? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Так, все, уходим. Теперь сделаем дополнительные быстренько. Almost no fish the last couple of days. Ma Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. Must be serious. Вот склад номер 2.
тут призраки. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and... well, it is a bit creepy. But I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Заходим. An effective contraption. It still works. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. They opened the casket and left marks. A herbal odor with an acylic base. Liquor? Who is this intended to scare? Where is this going? Phosphorus, used recently. Появилась визуализация. Several crates are missing. No brand or markings. It looks like a bulk product. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. Inspired by the legend of Sleepy Hollow. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. Who is this intended to scare? A small cart left those tracks. Так, это еще не все. Somebody had fun. Вот теперь складываем кусочки. Ставим этот. Этот. И вот этот. Validate. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm.
In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Выходим. И идем по следам. Dr. Tippett's electric pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Закрепляем. Закрепляем о пектомозге. И спрашиваем. Excuse me, just one question. Of course I know. To cut a long story short. Нужно найти двор с больными. Идем. Это вот здесь. Where are we? The field hospital? The cart from warehouse 2. I can hear the patient suffers with their lungs. The patient has a high temperature and is short of breath. Молодой. Самоучка. Фосфор, который мы нашли на складе. Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing pecto-brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, its proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled. I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You're a doctor. Take a look at my product. You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes, but he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. Так, и констебль нам сказал, что будет ждать в баре, в пабе. Coughing won't go away. The doctor's too pricey. Есть выбор. Можем спасти шарлатана или разоблачить. Constable, my name is Dr. Watson. A man called Thomas Tippett has opened a field hospital nearby and is selling illegal medicine there. He is using Warehouse 2 for his smuggled product. Please stop him. I knew it was a swindle. Real ghosts don't look like that. I'll check on this crook right away. Так, первое дополнительное сделали. Делаем второе.
This pipe disposes of wastewater from a factory, a possible culprit, but would likely have caused trouble a long time ago. Moving on. Не эта труба. Human waste. Despite looking fairly hazardous, I doubt it could cause such acute poisoning. И не эта I труба. can't see any other major source of contamination in this section of the waterway. Perhaps another place. Нужно найти еще один участок с рекой. Последний. Вот. A recent cart crash. Phenol, a dangerous substance often used as a sanitizer, coming from spade chemicals. The fish's scales have decolorized. What a disaster. В общем, перегрузили тележку. И она упала. Это и есть наш виновник отравления. Теперь закрепляем эту штуку и спрашиваем у любого человека. Excuse me, just one question. I think I can help you. Нужно нам хранилище 5. Оно вот здесь. Barrels of phenol from your company ended up in the canal. It has poisoned people. You will need to clean it up properly. Otherwise, we will inform the authorities. What the? We will call the cleaning brigade immediately. I hope this can stay between us. Are you able to help me? Excuse me, what? I'm not sure I know. Теперь возвращаемся к отравленному. Нужно же рассказать, от чего он отравлен.
Gentlemen, the doctor here and I have found the source of the contamination. Spade Chemicals will take care of it. That's pretty good news. But how long will it take? And what about our friend? Will someone pay for his treatment? Pressurize the company. But for now, get rid of the stained clothes and rinse any phenol-affected skin. No one else should touch the canal today. Thank you, we'll do that. Let's go to the chief doctor for help. Второе дополнительное сделали. Пошли делать основное. What are you gawping at? What are you on about? I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. That boat explosion stopped mo... Так. Traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout, with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Короче, человек, которого мы ищем, его имя Грязный Сомерс. Вернемся опять. Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette.
Почти. Похититель грязный Сомерс. Берем лишнее. Все. Так, а сейчас самое сложное. Нужно подряд 3 раза. 3 раза подряд дать правильные улики. Я не помню, блин. Очередность. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Первое есть. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Вторая есть. И нужно угадать еще третью. Ну, не угадать, а подумать. А для меня тупо вспомнить. Я помню, что я долго тут завис. По-моему, вот это портрет персонажа. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He's a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Отлично. Нам сказали, что грязный Сомерс частенько бывает в пабе, но барменша нам об этом не рассказывала. Значит, нужно к ней вернуться и хорошенько ее допросить. Также нам указали, где именно грязный Сомерс проводил свои делишки, а именно на складе, помеченным красной краской. Если мне не изменяет память, это именно 12-й склад, но мы к нему направимся после разговора с барменшей. Вот сейчас нам предстоит еще с барменшей тоже тяжелый разговор. Опять же, надо будет предоставить подряд 3 правильные доказательства. Если ошибаемся, то все начинаем сначала. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Так. Беременность, вот портрет персонажа буфетчица, это я помню, что будет третье доказательство. Но сначала... Нет. Are you finished? I have glasses to wash. Еще раз. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Enough.
I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Так, второе. Вот это, по-моему. Показания Роя Солсби о том, что Сомерс часто посещает паб «Проклятая русалка». A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. И третье, как я уже говорил, это портрет персонажа буфетчица. Его я просто очень долго, блядь, искал, пробовал всякую херню, поэтому запомнил. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Nothing of the sort, but that doesn't mean that there won't be consequences for your silence. Everyone knows you happily served Summers and his crew. Should the police come knocking, you'll be the one going away. And none of us wish to see you raise a child behind bars. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Так, нам дали ключ от комнаты. Вот комната. Strange symbols. I don't recognize them. $5. That won't go far. Заказ на парусину. Работа на складе. Вот теперь идем в склад, который помеченный красной краской. И, как я уже говорил, это, по-моему, 12-й склад. Блять, да уйди ты. Ну вы посмотрите. И стоит, пидор. Не хочет идти. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Ну вот, глюк игры. Что делать? The hairs on the back of my neck stood up. Давайте попробуем сохраниться и загрузиться. Так, вроде все нормально. Я уж подумал, что нас выбросило вообще в начало уровня. Не, вроде все хорошо. Итак, вот наш паб. Короче, выходим из паба. Вот тут мы должны были бы выйти. И теперь идем искать 12-й склад.
Не, в час мы не впишемся точно в эту главу, но в полтора, я думаю, впишемся. Длинное задание, второе. Хотя я уверен, что будут и длиннее. Вот наш 12-й склад. Видите, парус нарисован. Так что нам сюда. Счет был на парусину. Короче, все сходится. Так, почему я до сих пор не могу сюда зайти? Ага. Ну, в общем, надо было вот это сделать. И сейчас мы сможем открыть, я думаю, склад. Итак, Грязный Сомерс нанял людей для работы на складе, в частности, для переноски ящиков с парусиной. Похищенные могут все еще находиться на складе, который должен быть помечен красной краской. На складе, где хранятся паруса. Во, теперь зашли. Так, тут у нас будет очередная загвоздочка. Нужно будет взломать замок. Для того, чтобы взломать этот замок, нужно приподнять желтые цилиндрики так, чтобы прорези в них стали одной линией и слились с линией в замке. То есть самый правый цилиндрик нам нужно поднять немножко, средний цилиндрик нужно поднять сильно, и левый цилиндрик средний поднять, скажем так. Нажимаем Q и стрелочкой выгибаем в нужных местах. Примерно так. То есть здесь 3, тут 4 и тут 2. Как видите, все получилось. Заходим. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. This crank saw some use. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. Good quality, but torn in many spots. Так, теперь сюда. There are a couple of marks on this end. The scratches are fresh, left by something metallic. Так, дальше. Layers of rust will prevent any movement. Идем наверх. It's stuck. No one's used it in a very long time.
Well oiled and well maintained. Fit for a crank. Итак, один механизм у нас ржавый, им давно не пользовались. Вторым пользуется постоянно, он хорошо смазан, но к нему не хватает рычага. Рычаг у нас есть вот тут. Пошли поставим. Отлично. Идем назад. A hidden passage, just as I expected. Открылся проход. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Итак. Исследуем подвал. Какой-то он невъебенно глубокий. Wait. What's happening? Да, что-то ему поплохело. И какая-то херня происходит. What is this place? Where am I? Интересно, тут Strangely cold. Something is missing. так, ну, видимо, нужно что-то вставить для того, чтобы открыть. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? Чтобы открыть вот эту дверь. Что тут у нас написано? Only way forward is the abyss. Единственный путь вперед — это пропасть. Значит, что мы делаем? Правильно. И появляется... I didn't die. Находим мы вот такую штуку. It is icy cold and pulsating. Забираем с собой. И что делаем дальше? Конечно же... Неприятный звучок при выпадении. Ну что ж. My heart, be calm. Вставляем. Жмем. Так, дальше, ребят, смотрите. Если вы будете бежать быстро на дверь, то она будет быстро закрываться. Вот. Тут у нас есть след для визуализации. Который показывает короткие следы. Это значит, что нужно идти обычным шагом, а не бежать. Жмем. Идем. И успеваем дойти до двери, пока та не закрылась. Now I am somewhere else. How? It's harder to breathe here. What is that? Тут какая-то херня. Тут, видите, меняется окружение. Тут глазик. It's like it stares right through me. Если на него посмотреть через визуализацию, оно закрывается. Что здесь нужно делать? Идем. Опять же, нужно сдохнуть. Оказывается, эти щупальца — это некий портал.
Мы бежим, а платформы складываются в дорожку. Но если бежим дальше, то они опять поднимаются. Идем сюда и становимся на круг. Круг запечатывает дорожку. И дорожка больше не будет расползаться на части. Дальше. Дверь закрыта. Но, если мы посмотрим на глаз, с концентрацией, то задом сможем зайти и попадем сюда. Тут надо найти 2 ключа. Поехали. Так, не тут. Ходите шагом. Видите, опять показывают, что нужно шагом пройти. Тогда дверь откроется. Находим ключ. Так, возвращаемся. И нужно найти еще один. Нет тут. Вот. С помощью визуализации закрываем глаз и задом заходим в дверь. Второй ключ. Strange stone. It almost feels alive. Вставляем. Тут круг, опять запечатывающий. Did I get out? John? What is it, Holmes? Теперь играем за Ватсона. Идем на помощь. Watson? Holmes, where are you? Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Последнее место нашего расследования в этой главе, но тут очень много всего. Поехали.
Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Fine rope work. Can't buy a finer blade. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Дальше идем. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. His abdomen is severely bloated. Появилась сверху визуализация, но нам еще пока рано визуализировать, концентрироваться. At least 24 pendants, all identical and made of tin. Someone got their hands dirty painting this with blood. An American passport. Amos Colby. Есть паспортное имя Амоса Колби. Рекламная листовка детективного агентства. Old bloodstains. I've never seen a pattern like this before. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. Black Edelweiss Institute established 17-something. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. Да, шарик, который мы нашли в мангале у Кимихии, короче, он был в этой шкатулке с Эдельвейсом нарисованным. What on earth? Looks like the scribbling of madmen. Did you hear that, Watson? I hear you. Deep scratches left in a frenzy. A small bloodstain, but not serious. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Короче, около матрасов множество остатков этих опиоидов, наркотиков. Miserable food, mass-produced. Говорит, убогая еда, там крабы, короче, все дела. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. Так, все, можем собрать визуал. Поехали. Оставляем эту тут.
Тут оставляем эту с кучей народа. Тут не помню. Пускай будет это пока. Так как он был задушен, а не зарезан ножом, оставляем эту. Вот, так как ногами выбита эта херня, то оставляем эту. Validate. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Так, теперь собираем. Кто мертвец на алтаре? Одно неверное. Человек был частным детективом. Его убили. Следующее. Куда уехали? Куда были отправлены похищенные? Да, блин. Наконец-то. Короче, их отправили в Институт Черного Эдельвейса, короче, в Швейцарию.
нажимаем Shift. Не тут. А вот, пробел. А теперь расположение. Европа, потому что Швейцария. Дата создания. И область деятельности. Тут хрен знает, тут пофиг пока что. Нажимаем F. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Итак, друзья, глава номер 3. Мы играем за Ватсона. Мы сейчас в Швейцарии, в медицинском учреждении Черный Эдельвейс. Эта клиника специализируется на психиатрии. И именно сюда ведут все ниточки в расследовании о похищении людей.
Я ее уже прошел, эту главу, поэтому постараюсь вам максимально быстро все показать. Глава довольно-таки длинная и сложная. Итак, здесь можно, конечно, осмотреться, поговорить с людьми. Но, в принципе, это ни на что не влияет, поэтому сразу подходим к регистратуре, что ли. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? The asylum's facilities, actually. I've heard great things about the work you do here. Permission to go anywhere would have to come from Professor Gygax. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Мы видим человека, который представился Амосом, а этого не может быть, потому что мы видели, как Амос лежал мертвый на столе в предыдущей главе. И у нас есть выбор: сказать, признать то, что этот человек мошенник, либо же сказать, что это действительно так, то есть солгать. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Yes, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my care. Ну, то есть нам уже дают понять, что что-то тут не так. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Сразу показываю, что это профессорша далеко не приятный человек. И ее методы лечения очень странные. Там, ну и так дальше. И мы начинаем играть за так называемого Колби, который на самом деле является Шерлоком. Поехали. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets?
Ну, опять же, по разрезам можно понять, что здесь 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Выходим. Truncheon, not the typical tool for a nurse. Так, наверху у нас смотровая комната. Нам туда пока не надо. Идем сюда. Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Здесь список пациентов, и если почитать, то можно увидеть, что что персонал мучает своих пациентов, ни хрена их не лечит, а только усугубляет их психологические проблемы. Это у нас дополнительное задание, мы его сейчас с вами сделаем. 4-й маленький лягушонок. Всего таких записок с лягушонками будет 5 штук. Каждая из записок отвечает одному преступлению. Нам нужно будет найти места этих преступлений. Они зашифрованы в самом тексте. Например, Лиза Дондруб плавает в ванне, стирка становится концом ее пути. Значит, нужно будет найти ванную, использовать концентрацию, либо же визуализацию, как я ее называю, и найти место преступления. Всех 5 лягушонков, которые будут нам попадаться по дороге. Там у нас стоит медик, который препятствует нашему проходу дальше. Что ж, теперь пройдемся по заключенным, ну, в смысле, пациентам. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Так, пациент ненавидит охранников, считает себя Наполеоном. I command you to let me out. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Так, 4, 3, 2, 3, 1. 4, 3, 2, 3, 1. Запомнили. 4, 3, 2, 3, 1.
Заходим. Склад у нас здесь. Куча вещей, с которыми можно взаимодействовать. Поехали. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Beyker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Профессор Бейкер. Кто это такой, пока непонятно, но его благодарят. То есть он был реальным врачом нормальным. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Looks like it's still operational. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Кухонный лифт у нас здесь. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. А теперь и записка от этого профессора Беккера, который пишет нашей директрисе Черного Эдельвейса. Жалуется и ругается на нее. Рассказывает о Герде. В общем, говорит, что Герду лечат неправильно. Tubes of varying diameters. Interesting. Нашли еще одну записку. Теперь 5-й маленький лягушонок. Место смерти. Блок Б. John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. Ну, короче, все книги нормальные по психиатрии были выкинуты нахрен. То есть здесь не классическими методами лечат людей. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Так, теперь идем сюда. Как безопасно снять охрану блока С? Не хватает еще одного предмета. Труба, шприцы. Теперь время подняться наверх. Darn. No way I can get past him without being noticed. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. Взяли успокоительные, еще у нас есть шприцы и трубка. Из этого всего мы сможем сделать устройство. Можно усыпить охранника. Так, что тут еще есть? По-моему, больше ничего. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Да, тут больше ничего. Идем обратно и снимаем охранника.
Show yourself. А, нужно сначала взять трубку. Мы же ее еще не взяли. This should suffice. Сейчас поиграем в Хитмана, переодеваемся. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Первый лягушонок. Так. Возле дыры в стене. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Блок Б. Дыра в стене. Закрепляем иксом и концентрируемся. The murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. Открепляем. Закрепляем следующий. Концентрируемся. The killer swapped Timothy's pills for cyanide. The faint almond scent is unmistakable. Открепляем. Ставим следующий. Стирка. Нужна ванна. Your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange.
You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Так, очередной псих. They took you away, and I'll never forgive them. Так, теперь нам сюда. Fabric burnt in the furnace. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. The garments of several dozen people at least. Концентрируемся. The killer was strong enough and the bathtub deep enough to drown poor Lucy. Открепляем. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Так, тут все. Холдинговая палата. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Вот и наш пропавший. И еще один. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Теперь сюда. This stretcher was disinfected frequently. Возле смотровой. Второй. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. The kidnappers even provided airflow. How generous. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Блин, не помню. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous.
Substantial blood loss. One poor soul found another way out. A bottle this sturdy doesn't break by accident. The doors can be opened for deliveries. Расставим. Этот будет правильный. Этот. И вот этот. The carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Нужно закрепить сначала. Scratches. Something has been moved through here. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Как получить ключ? Идем к этой больной. Make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. I shall leave you two to get reacquainted. Так. Для починки нужно принести... Для починки куклы нужно принести материал.
Зафиксировали. Находим пуговицы. Нить. Перейдем в блок А. Зайдем еще к себе. Зафиксируем вот это. Petter gouged at the wall, fighting for his life. Odds are he left scars on the killer too. Зафиксируем последнюю лягушку. Идем сюда. The killer was limping, but Abigail couldn't escape. Well, it's clear that it was a multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here. Раскрыли дополнительное дело. Фиксируем это. Идем на склад. Так, все нашли. Идем к больной. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Начинается противостояние. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Я не помню. Тут по порядку. Будем пробовать. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! И последнее. Да, вот это. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor... She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh,
They sing in so much pain. Gygax, of course. Thank you, Gerda. Heidi, I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever. Итак, мы знаем, что чтобы отпереть стену, нам нужен ключ. Ключ у Gygax. Как получить ключ? Ватсон. Тупик. Итак, Ватсон может передать нам ключ по лифту, который находится на кухне. А, стоп, еще что-то. Как обратиться за помощью к Ватсону? Пациент. Пошли обратимся к Наполеону. Нужно его открыть. Тут сложный замок. Так, 4, 2, 3, 1, 3, 2. 4, 2, 3, 1, 3, 2. 4, 2, 3, 1, 3, 2. Поехали. 4, 2, 3, 1, 3, 2. Ну, короче, надо было еще завершить дополнительное, что мы и сделали. Вот. Если вы не успели завершить дополнительное, то сначала завершите, потому что вернуться сюда вы не сможете. Мы завершили, поэтому... At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, le voilà. Catch him! Watson, over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Теперь мы играем за доктора Ватсона. Нам нужно раздобыть ключ. И мы знаем, что ключ находится рядом с директрисой. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes?
Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Did a child make these? Видим, что надпись Хайди, ну то есть здесь раньше жила Герда. Это понятно. Я надеюсь, что это понятно. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Дальше, поехали. Сейчас будет очень много разговоров, кат-сцен. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Можно соврать, я думаю, что тут нет никакой разницы. Я выбираю врач. I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Beyker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Итак, они занимаются тут тем, что делают операции на лобных долях мозга для того, чтобы пациенты забывали о своей болезни, но не лечат их. Она сейчас она сейчас хочет нам показать, как будет проводить операцию на девочке с куклой, на Герде и Хайди. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Did you hear that our patient escaped? All the guards rushed off to find him. Нашли, где кухня, куда нужно будет отнести Шерлоку ключ. А тут у нас интересный пациент номер 2.
Бессвязные стихи о том, что он не может вспомнить. Он забывает. Он постоянно забывает. Ну, видимо, из-за операций, которые над ним проводились. I want them to fly. Did you see my son? He's such a sweet boy. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. A visitor? No, you shouldn't have come here. Miss? I hear them scratching. Don't you hear it? Теперь пойдем в эту сторону. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Не сюда. Вот сюда. Это у нас администрация. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Good lord, that's a lot of records. Итак, пациент Вольф находится в палате номер 2. Ему, короче, провели операции, так чтобы он постоянно забывал. Теперь можно пойти сюда. Как выманить Гиггекса из кабинета? А, нет, давайте сначала, почему Гиггекс беспокоится о Вольфе? Это не помню толком, что здесь. Ага, значит, нам еще рано об этом думать. Так, пошли. Пошли обратно. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick?
I'm sure I can take a look. Наблюдаем. Паралич лица. Химические ожоги. Пигментация кожи. И шрамы на голове. Его болезнь является прямым результатом лечения, которое он получал здесь. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Теперь идем сюда. Вольф — это и есть Бейкер, предыдущий директор Черного Эдельвейса. Ему провели операции, чтобы он забыл о том, что он являлся директором Эдельвейса. Используем этого пациента с помощью письма. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Такс, погнали. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Наконец-то сможем проверить.
сможем проверить ее кабинет. Письмо из Новоорлеанского банка. Говорит о том, что денежки передали. Отчет о переданных деньгах, можно сказать, чек того времени для профессорши Гайгакс. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Ключ нашли. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Дневник профессорши Гайгакс. Здесь рассказ о том, как она сместила Бейкера, и пришел первый платеж от R. Они заключили какую-то сделку, и, короче, профессорша Гайгакс отправляет так званых избранных и получает за это бабки из Нового Орлеана. Отправляем Холмсу ключ. Это мне напомнило Resident Evil Zero HD, где у нас было 2 персонажа. Мы тоже пользовались лифтом кухонным, чтобы отправить предметы. Tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. The inside of the cuff is worn. It's been used often. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. A wax cylinder. There is something recorded on it. Проводились какие-то уроки. It's sealed tight. I can't exit the same way. Так, новый метод в лечении. Фонетическая система. Looks as if it's been recently used.
Опять же о драгоценных камнях из Нового Орлеана. Священные слова. Короче, похищенных учат новому языку и заставляют разговаривать только на нем. А также проводится работа над физическим методом поддержания состояния транса с помощью световых волн линз Халида. Люди в Новом Орлеане свяжутся с вами относительно новой партии избранных. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Full grain leather straps. Impossible to escape. A very professional brain dissection. Out of my head! Your mind festers devoid of soul. Find reverence for the one that trembles. Great Lord! Lift your surrender your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken, and let the world behold. Что-то какая-то хуета опять же происходит. Какой-то транс. The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Что-то Холмса конкретно так пиздует. A hydraulic elevator? How ingenious. Watson? Holmes? What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Осмотрим тело. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Куда дальше будем ехать?
В общем, едем в Новый Орлеан. Все, ребят. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Третья глава закончена. Начинается глава 4. В Новом Орлеане. Nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numbed beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World eat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Итак, друзья, глава номер 4. Основное задание здесь довольно-таки короткое, не длинное, но дополнительные задания здесь прям гигантские. Я, честно говоря, не знаю, стоит ли мне показывать вам дополнительные задания или только основное быстренько пробежать. Давайте сделаем так, смотрите. Бежим сюда. Тут есть объявление. Пропавший человек очередной. More people missing here too. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Знаем, что опалы выставлены теперь на аукционе, короче, в банке Грея. Я вообще не это хотел показать. Так.
А, вот тут, по-моему. Блин, а нету. Короче, оно у меня уже, наверное, просто засчиталось. Типа одно из дополнительных заданий. Смотрите, ребят, по всему городу будут развешаны. Вот, например, на этом месте. Я знаю точно, что на этом месте, потому что я ее очень долго искал. Короче, на стене будет наклеено лицо преступника. Всего таких листовок по городу расклеено в самых различных местах будет 10 штук. И прикол в том, что их именно 10. Их там не больше, не 15. Именно 10, и их все до одной нужно найти. В этом проблема. Вот, нельзя пропустить ни одной. Они действительно по всему городу развешаны. Вот, если хотите, побегайте. Тут как? Можно делать чисто основное задание и второе дополнительное задание, и вас так погоняют по городу, что вы просто по дороге, по пути соберете все эти 10 листовок. Короче, ладно. Теперь смотрите, делаем основное задание. Выбираем банковский дом Грея, подходим к любому человеку. Но не к таксисту, видимо. Вот, у любого спрашиваем, нам говорят, что, короче, где находится этот банк. Вот и этот банк. Мы его нашли. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Близорукий. Читает какое-то чтиво. И держит в кармане сэндвич. Ну, идиот, явно. Параноидальный дурак. А если он дурак, значит что? Можно его использовать. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? No, that's why we send the invitation. Так, но без приглашения он Holmes, over here. не хочет нас пропустить. Поэтому будем искать Фрэнка Барнаби. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed. Those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Так, чтобы найти Фрэнка Барнаби, можно закрепить это задание, спросить у кого угодно. Can I ask you a question? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Говорят, что он, этот Фрэнк Барнаби, владеет магазином скрытой драгоценности Барнаби в Чайнатауне. Мы как раз здесь. Вот этот магазин. Locked. No one's here. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Они его знают явно. Давайте у них спросим. May I ask for your assistance? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Он должен иметь деньги. Сейчас он в баре под названием Гиддигейтер в Кривальском квартале. Поехали туда. В общем, ребята, покажу вам основное задание и одно дополнительное, да, потому что листовки вам показать не могу. Их типа я уже раз собрал, их по второму разу почему-то не развешали. Считается, что это уже выполненное задание. А вот второе дополнительное, которое очень большое, я вам, наверное, покажу, чтобы не было эта глава слишком короткая. Так, вот у нас есть этот Гиддигейтер бар, в котором должен быть Барнаби. This place.
There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Barnaby, unconscious but with his eyes open. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Есть приглашение у этого Барнаби пьянющего, можем его стырить. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Берем одежду Барнаби и одеваем Ватсона в нее. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Смотрите-ка. Здесь есть еще одно объявление. Очень странно. Но я его, как Ватсон, подобрать не могу. Может, их все-таки больше, чем 10 было? В общем, неважно. Вот так вот выглядят эти объявления. Они развешаны по всему городу. И нужно собрать 10 штук. Странно, потому что я, эти 10 листовок... не, вот, они все-таки есть. Они, наверное, просто, я понял, они в рандомных местах. Поэтому я вам в любом случае не смогу показать, где они находятся. Вот эти листовки, они, походу, просто каждый раз в рандомном месте появляются. В общем, неважно. Идем на аукцион, делаем основное задание. Вы уж себе побегаете по городу, соберете эти 10 листовок. Их сложно собрать, потому что они реально могут быть где угодно. Люди нас окликают, потому что это Барнаби. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Потому что этот Барнаби должен кучу денег всем в округе. Heavens, I've never seen gems so big. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Can you satisfy my curiosity? I have no idea what you're talking about. Нужно открепить эту херню, потому что... Так, поехали. I know, exciting, ain't it? I'll be right with you. Так, почему она... This might be useful. I'll make a note. Мемориальная доска с филантропами. Вот теперь, наверное, она будет активной. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Да, тетечка очень похожа на барменшу из третьей главы. Так. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never.
I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Да, тут неожиданная проблема. Шериф, который прекрасно знает, как выглядит Барнаби. Настоящий. Чемпион по стрельбе. Он у нас модная угроза. Эксцентричен. Лишь прикрытие для его истинной натуры, безжалостного, очень влиятельного человека в местном сообществе. Выбираем. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right, I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Нас узнали, и нам пришлось отдать кучу бабла шерифу. Шериф еще та скотина. Ну, короче, продолжаем. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Ah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Ватсон хочет переодеться, а его одежда осталась на корабле. Так что идем к кораблю. Блин, кстати, персонажи тоже рандомно расставлены в этот раз. Этот чувак, когда я играл, он был около порта, просил милостыню. Интересно. А, вот есть это. Ага, появились листовки. Походу просто появились листовки. Они еще тогда были недоступны, а теперь они появились. Понятно. Так, ладно. Мы на корабль, на порт. В порт. Переодеть Ватсона. Да, вот, видите, я здесь проходил, здесь точно листовки не было. Около этих объявлений, которые мы смотрели в самом начале главы, вот здесь листовки не было, теперь она есть. Значит, листовки все так же на своих местах, а не рандомно, как я думал. На тех же местах, где и я их нашел. Просто они появляются позже, а не в самом начале главы. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water.
It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Идем. Look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Нужно найти какую-то шампань в креольском квартале. Пошли, покажу вам, где это. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ну да, нам нужно сначала поменяться с Холмсом местами, а теперь можем идти. Да, также можно спросить о шампане у любого прохожего, но это не обязательно. У второго прохожего. Первый не знает, второй знает. Ой, блядь, я не то выбрал. А, наверное, нужно спросить именно в креольском квартале. В общем, неважно, я все равно знаю, где она живет. Пойдем уже подберем листовку, раз уж я их вижу. Я не буду сейчас в поисках листовок оббегать весь город. Просто... Look, Watson, what have we here? A local crime star. A star? You have a strange way with words. Frankly, we have more pressing matters. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency towards cruelty or deviant behavior. Well, you can't stop progress. Просто если они будут попадаться по пути, по дороге я их буду подбирать. Вот и все. Специально за ними я бегать не буду, потому что это займет очень до хрена времени. Так, а мы пока бежим в креольский квартал. В этом квартале, наверное, уже знают, где ее искать. Can I ask you a question? I thought no one would ever ask. Живет в рыбацком квартале, в хижине на лодке. У нее есть 2 собаки. Погнали. Три листовки уже собрали.
Еще одно дополнительное дело. Вот это дело, оно, блядь, просто пиздец какое огромное. Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. Ну, давайте его сделаем, покажу вам, потому что, по сути, уже практически закончено основное дело, на самом-то деле. Оно вот такое вот быстренькое. А вот давайте раздвинем немножко время прохождения 4 главы тем, что поможем этому афроамериканцу, блять, назовем его так. Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was Maman Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She's the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Maman's presence, no doubt about it. Everything became blurry, and my mouth was dry, and the light became very bright. That is something. Так, сделаем это дело. Нужно закрепить его обязательно. A feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? Так, почему-то тут еще недоступна визуализация. Может, немножко позже. We have a feathered friend in the case. Poor bird crashed against Cole's hut. The damage is recent. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Are you a good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. Supper leftovers. It's not a simple tea. A herbal concoction, rather. Black tea seems not to be very popular here. Cheap and strong, some chewing tobacco leaves. Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. With William in Shreveport, 1879. It smells sweet. This one is almost odorless. Interesting. I will take it just in case. I would love to learn more about these. Cold ground herbs here. The properties of some herbs are truly amazing, those. And some... Рецептик. И собираем травки. Что же он такое употреблял, интересно. Итак, золотарник, листья земляники и цветы жасмина. Are extremely dangerous. He dropped a cup here. More boot prints here. Теперь можем составить визуал. Поехали. Вот он лежит пьяный в воде. Оставляем так. Какая-то огромная курица, которая ведет его к воде. Но это явно бред. Он бухой сам выходит. Оставляем так. Сидит себе, кушает.
Вот и все. Роняет здесь чашку, выходит и, короче, в воде там что-то делает. Cole was having dinner. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy and dropped the cup. Hallucinations and stimulation brought him outside. He could have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Поговорим. Sir? Your boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress root. You'd need some force to cause that damage. Yeah. And to be really down on your luck. I must ask you, did you have a drink last night? No, sir, I didn't take a sip. It all happened before I went to bed, and I only drink to fall asleep. That's just how it is lately. Cole, I am sure that you were alone last night. The Lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Samdi and he gave me the recipe to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodooist. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the fisherman's quarter. Look for a Veve sign, but watch what you say. He has the power of voodoo. I'll be careful. Теперь нам нужно пойти к вудуисту. Но сначала перед вудуистом зайдем по основному заданию вот сюда. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Итак, нужный нам человек живет в французском квартале. А у нас, если вы помните, есть список филантропов. Мы его взяли на аукционе. И мы знаем, что его имя начинается на A. Поэтому идем в наш дворец памяти, или как он здесь называется. Скорее всего, продавец драгоценностей из телеграммы Института Эдельвейса это Арнесон из французского квартала. Вот в принципе и все. Типа по основному заданию мы закончили. Можно садиться на такси и уезжать отсюда, и глава 4 будет закончена. Ну, практически закончена. Но мы сейчас доделаем это дополнительное задание с этим вуду, блять, этими рецептами, травами и так дальше. Листовки я собирать это не буду, как я уже говорил, но это дополнительное с травами мы с вами закончим. Я вам его покажу. Вот здесь живет вудуист. Где их всех искать? Вы можете заходить в дела, закреплять дела и спрашивать у людей. Я просто помню, знаю, где они есть, поэтому мне не надо это делать. Итак,
Самеди — это вудуист, который дал рецепт нашему чуваку Коулу, или как его там. Да, Коулу. Полагаю, вы хотели спросить меня о рецепте, который вы нашли в доме Коула, зная его трагедии. Сказал приготовить настой. ТДДМ. Вот вам книга типа. Прочитайте о травах. Давайте возьмем книгу и почитаем, что же за травки там были. Для того, чтобы это сделать, заходим в дела. Находим травы, которые мы нашли в доме. Вот. Например, вот эти 3 бутылочки — это 3 травы. И нажимаем пробел, типа поиск в архиве. Итак, желтые цветы с заостренными листьями. Выбираем цвет желтый. Форма листьев. А хрен знает. Так, эпилептически заостренные листья сужаются в крылатый черешок. Черешок. Форма листьев. Так, желтые цветы. Менее дюйма в диаметре. Размер менее дюйма в диаметре. Значит, выбираем листья и цветы меньше дюйма. Поиск F. Итак, это у нас голденрод. Многолетнее травянистое растение семейства астровых. Золотарник. Мочегонное действие. Короче, понятно. Ищем следующую травку. Так нужно найти 3 травы. Где они? Вот, вторая трава. Большие белые цветы. Жмем опять же пробел. Так, белые. Цвет. Сладкий запах. И размер 4,6 дюймов. Поиск. Это у нас пурпурная трава, силки дьявола, сильнодействующее ядовитое растение. Короче, светобоязнь, бред, галлюцинации. Вот эта трава и свела с ума вчера ночью Коула. Давайте найдем еще 3-ю травку. Вот она. Зеленые трехлистники от 1,5 до 2,5 дюймов. От 1,5 до 2,5 дюймов. Ну, наверное, это кислый запах. Зеленый. А, тут нету. Так, форма листьев. Трехлистник. Трифолиат. Поиск. Клубника. Ну, тоже понятное дело, что не ядовитые растения. Возвращаемся. Так, и ставим книгу обратно. Вот так. Теперь идем опять к Коулу. Объясним ему, из-за чего у него были приколы с галюнами. Что это никакие не боги, а просто его траванули. Sir? Cole, where are these herbs from? I bought them from Zora. Her stall is at the market near the port. Идем к Зоре. На рынок. Ну, я говорил, это заданице нас погоняет по городу. И оно длиннючее. Вот наш рынок. Yeah, I bet Zora will kill her. Did you see how she rushed there? Fearsome. Yeah, I'm afraid for them Chinese and for anyone who messes with her. Явно ее прилавок, но ее здесь нет. Поэтому давайте спросим у граждан. Help me, please. I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Зора отправилась на рынок Чайнатауна. Погнали на рынок Чайнатауна.
Блять, Ватсон, не мешай, сука. Как это бесит иногда. Я, кстати, ребят, не знаю, может есть и больше дополнительных заданий, просто я их не нашел. Тут если побегать по городу, может еще что-то можно найти. Are these herbs fresh? And you dare call my products substandard? Excuse me, are you Zora? I am. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I have several questions, if you don't mind. You are selling herbs, is that right? Do you want to buy something? Not really. I wanted to ask if you have the herbs from this list. Goldenrod, jasmine, strawberry. These are very common. I do sell them same as any other herb merchant. I came here because Cole Seabrook mentioned you. Do you know him? Unfortunately, yeah. He's my late husband's brother. Have you heard of Jimson weed? A poisonous plant, but it can help ease the pain if you know how to use it. Some believe you can use it to create a zombie, a will-less slave. Is that what you wanted for Cole? Or did you sell it accidentally? Did Cole get what he deserved? Ha! The Loas heard my prayers. So you admit it was on purpose? I admit there's a higher power maintaining order and justice in this world, and Cole got what he deserved. I'm happy that it happened, but that doesn't mean I'm to blame. Can I ask what caused such hatred? The sheriff confiscated all our weapons, and then the disappearance began. William wanted one rifle, just one, to protect us. Cole was too eager to help, and as a result, my Will got a bullet in his chest. How did Cole explain what took place? He just walked away as if nothing happened. Cole is the reason I lost my husband, and he should pay for it. Don't you want to know what really happened? For me, it's clear. An innocent man would tell everything. Only the guilty remain silent. Так, теперь мы узнаем еще какие-то подробности того, что с Коулом произошло раньше. Давайте теперь к нему вернемся. Видите, просто по дороге собираем эти листовки. И таким образом можно, в принципе, найти их все. Вам останется там одну-две найти. И вот их уже надо будет поискать хорошенько. Побегать по городу. Вот хреново, что они отвлекают от красоты городка. Эти листовки, ты только бегаешь и их высматриваешь по всем стенам, а не любуешься хорошими локациями и обстановкой и текстурами неплохими в этой игре. Ну что ж. Sir? I've learned about your tragedy, Cole. My condolences. Zora told you, didn't she? Can you tell me what happened and why you feel guilty? My brother died. I'm alive, and William is not. That's why. Tell me, what was the plan? William had to get into the warehouse through the eastern gate, the one not far from the market on the edge of the railroad. I hid behind the barrels. I was on the lookout. So what went wrong?
William went in, then came back with a rifle. I saw him jump off the crate and then bang! He was lying there dead. Did you see who shot him? It was the bloody sheriff. I swear I saw him smiling. What happened next? My heart stopped. I froze. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats." And I woke up. I ran away. I had just one task and I failed it. And for my mistake, the lower of death will come for me. Пошли посмотрим, где это они воровали винтовки. Он сказал, что это недалеко от рынка. То есть вот здесь. Chewed tobacco. That's the spot. I hid behind the barrels. I was on the lookout. An oily handprint. The substance has solidified. I assume that this is cosmoline with which the gun was lubricated. William went in, then came back with a rifle. William was shot here. I saw him jump off the crane and then bang! The bullet went through him, and based on its velocity and mass, I would say the shooter was no more than 35 or 40 feet away. The sheriff stood here. Cole had no chance to spot him approaching. It's a terrible choice of position, and it cost his brother his life. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats!" And I woke up. And what did Cole do? My heart stopped. I froze. Вот как оно все было. Cole sought safety in flight. Now I see why Cole thinks he deserved it. He simply left his brother behind. He did not have much of an option. Sad. I think Zora would like to know about this. Теперь пошли к Зоре. What do you want? Mom, I spoke with Cole about your husband and went to the warehouse to inspect it. I cannot say that either he or your late husband were innocent. They both decided to steal. How dare you? My William only wanted to protect us. The same as Cole did. However, I know the man responsible for William's death. It is the sheriff. That jackal. Anyway, don't expect words of gratitude from me, Mr. Holmes. Your truth changes nothing. I won't promise to forgive Cole. Я не то выбрал. Надо было выбрать, что типа Коул невиновен. К сожалению, я поспешил и выбрал типа, что они делят вину. Вот. Ну, блин. Я не думаю, что от этого что-то очень сильно поменяется. В общем, неважно. Нужно вернуться к Коулу. Мне кажется, что в этом баре была еще одна листовка. Блин, вот говорил, что не буду искать. Ну, просто вот помню, что где-то здесь была. А, вот. This will be enough for my collection.
А, As long все. as you don't hang those ugly faces up at Baker Street. Вот мы с вами даже это дополнительное задание сделали. Блин, 10 нашли так быстро. Бля, я их так долго искал в прошлый раз. Ну, в общем, не важно. Теперь можем с этим, блядь, с чистым сердцем возвращаться к Коулу. Так, я немножко неправильно пошел, но сейчас мы сделаем кружочек. Вот, чувиха идет в вывеску. Тоже бывает. Sir? I have good news. No lowers are coming for you. You were poisoned. What? Zora sold you Jimson weed instead of jasmine. That was the cause of your hallucination. She wanted revenge. It doesn't change anything. Look, the lowers were guiding her. I deserved it. I went to the warehouse and I know what happened. You are guilty of a poorly chosen observation point, but not of William's death. Your only choice was to run or die with him. That's what I should have done. I should have died with my brother. Your quarter doesn't need another wretched man. You must keep living. For your brother's sake. But how Zora looked at me? I have no right to move on after what happened. She might not be ready to forgive yet, but don't give up. You can only earn Zora's forgiveness by being alive. That's not as easy as it sounds. Don't waste the life you have on something that can't be undone. Завершили дело. Вот. Все, в принципе, можем идти уезжать отсюда. Как видите, намного дольше задание было именно дополнительное, нежели основное. Но я вам показал и одно, и второе дополнительное. Надеюсь, это заслуживает лайка под видео. Теперь отправляемся на площадь. А, кстати, может так можно? Потому что я уезжал именно с площади. О, ну все, уезжаем. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Так, нам нужно найти особняк Арнесона. No, Watson. Opulent mansions and stifling remind me of my time in the Mediterranean. Corona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Можно у кого-нибудь спросить. Я, в принципе, знаю, где это, но давайте спросим. Excuse me, just one question. You're a good sort. I'll help you. Listen closely. Итак, большие ворота, украшенные бизонами. Там живет Арнесон. Если посмотреть по карте, то вот он. Вот этот особняк, это особняк Арнесона. Давайте туда направимся. И там закончится наша глава. Кстати, не знаю, возможно, тут во французском квартале тоже есть какое-то дело дополнительное. Хотя хз. Ну и сейчас ходить искать. Тоже что-то мне не улыбается. А может и нет тут ничего. В общем, ладно. Пошли. Закончим главу.
Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Что ж, друзья, 5 глава. Скажу вам честно и откровенно, начинаю записывать ее уже 3-й раз. Дважды вырубалась запись, я этого не замечал, поэтому 3-й раз записываю. Вместе с тем, что я ее проходил еще раз для себя, 1-й раз, когда без записи проходил, то это уже 4-й раз, когда я прохожу эту главу. Поэтому я знаю ее наизусть. И поэтому вы уж извините, она мне очень надоела. Я буду максимально быстро и с минимумом комментариев ее показывать. Итак, служанка нам сказала, что она ищет брата. Брат немой. По всей видимости, тоже должен быть афроамериканской наружности. Она с ним обычно встречалась в конюшне, но не смогла найти ключ. Наша задача сейчас найти ключ, попасть в конюшню и таким образом пройти в дом. Потому что здесь заперто. No way in. No way in. Please, Lord, protect my brother. Бежим к конюшне. Она вот здесь. И ищем ключ. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes, books, tea. Ищем, ключа нигде нет. А вот и ключ. This must be the key to the stables. Нашли ключ, заходим. The animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, Mr. Arneson's cab is still here. Коняшка страдает от жажды. Cayenne pepper, half empty, or as Watson would say, half full. Нужно ее спасать. Наберем воды и отнесем к коняшке. This might be useful. At least that's one life saved. Дело сделано. Нужно заходить в дом, но сначала пробежимся по парку. По саду. Пробежимся по саду и обратим внимание вот на это дерево с дуплом и овощами, разбросанными рядом. Запомнили, пошли в дом. Size 10. The heels are sinking into the ground. Size 10. The owner's footprints were shallow. Look here, Doctor. 2 sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. What do you conclude? There's blood here. Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying something. Precisely. Do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Явно произошло что-то нехорошее. Везде кровь. В дом ведут следы. Из дома ведут следы более тяжелого человека, чем тот, который входил в дом.
То есть он, скорее всего, что-то нес. Трупчик. Поехали. Осматриваем место происшествия. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best. An enormous blow shattered her ribcage. Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Женщина сопротивлялась. Была убита, скорее всего, тесаком. Extremely sharp and deadly. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. Сначала изучаем улики, потом будем визуализировать все сцены. Ну, типа концентрироваться. Tea for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. Сено у нас тут на стульчике осталось. Used kitchen towel. Полотенца кухонные. Письмо от слесаря, который устанавливал замок в кабинете мистера Арнесона. Он установил какой-то очень интересный замок с интересной замочной скважиной. Еще один труп. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. Был убит не обычным ножом и не тесаком, а чем-то другим. His corneas are already clouded. Чем-то с широким лезвием. Это важно. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. Так, я что-то уже забыл, что я смотрел. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. This man has been dead for a week. The result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right, but I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the deep. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. Находим обгоревшую записку с именем Ашмат внутри. Больше ничего понятного нет, потому что остальное сгорело. Burnt papers, now completely unreadable. Имя Ашмат запомнили. Bent end of this candlestick has blood on it. Кровь на подсвечнике. Кого-то им хорошенько саданули. Запомнили. Подсвечник сначала стоял тут. Тоже запомнили. Someone smaller walked over these boot prints. A trail of wax leads to the door. The candle was burning when it fell. Кто-то здесь выронил подсвечник. Еще один. Типа другой. Тут у нас запертая дверь. И тут у нас запертая дверь. У нас есть все для визуализации. Все сцены. Но нет... типа в сценах, как видите, есть пропуски. Нам нужно эти пропуски заполнить. Для этого поднимаемся наверх. Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Находим фотку чувака с ножом, изогнутое лезвие, как раз такое, каким могли бы убить конюха. Arneson and Davy seem to have got along well.
Видим, что по этой фотке видим, что хорошие отношения были у мальчика с, ну, типа у этого немого брата служанки с хозяином. Arneson and Davy, 1881. Страница открыта на енотах. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Статья о пропавших людях. Книгу, кстати, мы забрали. Это важно. Любовное письмо для хозяина дома от непонятной Л. Ничего важного. Просто любовное письмо. От какой-то женщины. Так, теперь у нас есть для визуализации все. Ага, тут нас просят закрепить. Давайте закрепим. Здесь у нас есть иконка. И нас просят в правом верхнем углу закрепить. Закрепляем буквой X. Находим замок необычной формы. Уходим. Уходим, идем визуализировать. Сначала еще зайдем. Сука, дебилоид. Он уже не первый раз тут стоит. И мешает, типа, пройти. И он отсюда не уйдет. Нужно в таких случаях... Ну, это, блядь, явная ошибка игры, это бесит. В таких случаях мы сохраняемся. И просто загружаемся. У нас сохраняются все улики, просто мы будем в другом месте. Мы снизу просто вернемся наверх. Мы еще не заходили в одну комнату. Ну, по факту в две, но эта комната, это ванная, и она бесполезная. Тут ничего нет, тут есть только вот такая вот хрень. Все, заходим в эту комнату. Находим письмо от профессора, который занимался с мальчиком, и он говорит, что мальчик гений. Типа, хоть он и не мой, но у него гениальная память. A dull book about local geology. Even I'd struggle. A dashing portrait of Mr. Arneson. Все, здесь больше ничего. Пошли визуализировать преступление. Расставлять правильные сцены. Начнем отсюда. Мы знаем, что у убийцы было изогнутое лезвие ножа, поэтому мотаем дальше. Вот этот нож, он не шел с подсвечником, он зашел без подсвечника туда, потому что мы знаем, что подсвечник стоял внутри. Он шел без подсвечника. Оставляем эту сцену. Так, у нас тесак, которым убили кухарку. Кухарка сопротивляется. Все как должно быть. Оставляем эту сцену. Конюх и кухарка пьют чай. Следы от сена на стульчике, от конюха. Все правильно. Ну, человек явно тащил труп чей-то. Третьей жертвы, которая сидела около камина, и тело, кого мы не нашли. Так что оставляем это. И этого конюха убивали не тесаком. Мы знаем, что его убили кривым ножом, поэтому мотаем дальше. Вот, кривым ножом в сердце. Все правильно. Идем дальше.
Он был не с тесаком, а с кривым ножом. Вот, кривой нож подсвечником получил по затылку. Вот этим подсвечником, который валяется. Дальше. У него не было с собой подсвечника. А вот кто-то поменьше с подсвечником. Он его выронил. Короче, я думаю, что все правильно. Можно нажать F, Validate. An intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, 2 people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlour. The workman tried to subdue the intruder but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Теперь заглянем в наш дворец памяти, что ли, или как он там называется. Итак, что случилось с Дэйви? Дэви за дверью с символом лошади. Он там закрылся и сидит, боится. Вот здесь. Davy, please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Если он нам не откроет, значит приведем того, кому он откроет. То есть сестру. Пошли за сестрой. Бля, вы понимаете, я это все уже говорил, блядь, 2 раза. Это уже 3-й раз. Записываю, те же фразы говорю. Осмотрим. Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. Заметка с угрозами, угрозы от шерифа. То есть мы были правы, когда говорили, что он очень опасный чувак. Он угрожает мистеру Холмсу и даже подписался. Doctor, Watson, speak to me. How is she? We were just in time, Holmes. Eula is stable, but lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy. Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right. I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Big sister's here for you. Davy, oh, come here, you.
Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Осмотрим мальчика. Недосып. Голодный, в шоке. Встревоженный, взволнованный. Синяк, который получил недавно. И разорванный карман. По фотке, которую мы нашли в кабинете хозяина, мы знаем, что он любил мальчика. Вот, поэтому выбираем это. Davy seems in good health. The bruise is a remnant of that awful night, perhaps even caused by the intruder, but he is otherwise unharmed. In fact, I believe life here was good for the boy. Arneson and the others cared for Davy. That may have allowed him to withstand such horrors. I need your help, Davy. We know that the man with the curved dagger is responsible for all this. You recognized the man, yes? The same one in the photograph in the office upstairs, standing with Arneson. Good. Please, write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? Итак, сейчас нам мальчик напишет. I think I've got it. You have been very helpful, Davy. Имя убийцы. Мы теперь знаем, что человек с фотки сверху с ножом с изогнутым лезвием, его зовут Ашмат, как-то так. И именно это имя у нас встречалось в телеграмме, которую пытались сжечь. Также мы знаем, что чтобы открыть дверь с колокольчиком, нужно подняться наверх в дверь с ключами, и там будет лежать ключ от двери с колокольчиком. Погнали. Наверное, сначала нужно выбрать. Let's take a closer look. Видим кольцо необычной формы с буквой А. Ну, видимо, именно этим кольцом мы сможем открыть замок в кабинете, который мы нашли, там замочную скважину с буквой А. Также здесь есть кнопка. Тут у нас сейф. Пароль от сейфа может быть любое четырехзначное число. Но мы знаем, что наверняка оно уже нам должно было попадаться. Поэтому, проследив за всеми документами, которые мы нашли, и посмотрев на четырехзначные цифры, вот, например, фотография охотников, 1882 год. Может быть кодом? Может быть кодом. Но мы знаем, что это должна быть не просто фотка, а что-то знаменательное. Блин, я на нее не смотрел в этот раз, когда записывал. Блять. Так, идем вниз. Пропустил одну картину. Вот здесь. Mr. Arneson with his prey. Вот. Как видим, своя первая охота — большое событие для целеустремленного охотника. То есть это именно знаменательное событие, и, скорее всего, эти цифры и есть кодом. Погнали.
Именно так. Что внутри сейфа? Квитанция на ружье с гравировкой. И связка ключей. Теперь у нас есть ключ от комнаты с колокольчиком. Пошли глянем, что там. Видим царапины. Значит, кровать сдвигали. Находим тайничок. Папочка. Инструкции. Абсолютно неадекватные, непонятные инструкции. Пока что их оставляем. И камешек. Черный опал. Смотрим на одежду. Телеграмма от Р. Какая-то непонятная. Лондон идет в Новый Орлеан. Без него мы не можем работать с линзами. Вы знаете, что делать с поставками. Какой-то загадочный Р. В этой комнате и жил типа убийца. Как бы. Вот, смотрим на рисунки. The scene is impossible, unnatural, but also familiar. Dense and disturbing notes. It's hard to follow. Как видим, один из рисунков из нашей вроде третьей главы, или второй, короче, когда мы там галлюцинировали. Каким образом здесь отображено точно то же, что мы видели в галлюцинациях, пока непонятно. Так, что делать дальше? Нам нужно найти... давайте глянем сюда. Как открыть замок картины. Ну, как я и говорил, нам нужен перстень мистера Арнесона. Тогда мы откроем секретный замок в глазу рептилии. В кабинете мистера Арнесона. Так, это мы пока не сможем открыть. Нам нужно понять, где долбанное кольцо. Если труп мистера Арнесона кто-то волочил, значит, здесь будут следы. Проверим. Следы ведут куда-то вот туда. Тут есть проход в ограде. More boot prints. These fingers were severed with a single clean stroke. But I don't see the thumb. Look, Watson. Animal prints. I wonder what kind. Находим отрезанные пальцы. 3 штуки. Не хватает 2 пальцев. Именно того не хватает, на котором было кольцо. Luxurious shoes, size 9. Boots, size 10. То есть здесь было двое разных людей, что-то между ними произошло и посыпалась
Посыпались пальцы, короче. А потом пришло непонятное животное и здесь потопталось. A scrap of silk, soft and elegant. Хороший шелк. И с раной сидел, ждал. Так как это хороший шелк, скорее всего, это был именно хозяин, который, возможно, очнулся по дороге, как его тянули. No sign of a boat. Здесь ждал, лодки нет. Что же здесь произошло? И куда он делся? Тут еще нам показали вон аллигатор. Вот. Но он к нашему делу пока не имеет никакого отношения. И лапы явно не аллигатора здесь. Где эта хрень? Вот. Лапки с 5 пальцами. Явно не аллигатор. Такс. Видим иконку с книжечкой. Нужно найти это животное в справочнике, который мы взяли со стола. Нажимаем пробел, Space. И ищем. Итак, вес 12 фунтов. Класс. Скорее всего, небольшая собака или паразит. Ищем, тут паразитов нету, но есть млекопитающие. И орден на шару, без понятия, что это такое. Находим енот. Значит, енот что сделал? Стащил палец вместе с кольцом. Где находится кольцо? Енот спиздил кольцо. Нужно найти перстень. Нужно закрепить. Показывают, закрепляем. И если помните, вначале вам показывал дупло, нужно к нему вернуться. Вот мы и нашли кольцо. Arneson's signet ring, as we saw in his portrait. Можем открыть дверь. Возвращаемся. Так, что мы тут находим? Ружье. С гравировками всякими. Записки о убийце, о ашмате, а также о банке. Он о нем отзывался, ну типа об ашмате хозяин отзывался очень плохо. Говорил, что использовал именно ашмат, имя Арнесона, для продажи опалов в банке. Ну, если помните, мы нашли список филантропов в банке, и там было имя Арнесона. В принципе, именно так мы его и нашли. Оказывается, это его слуга использовал его имя для продажи. Я показал Дэви ту загадочную телеграмму, отправленную Ашмату. Для чего она? То есть на телеграмме тоже акцентируется внимание.
Колечко. My princess, my love, my heart. Fitting words. Колечко для предложения какой-то чувихи. И дорогое шампанское. Берем с собой. Смотрите-ка, с кем это он. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. Это же наша знакомая с соседнего судна. Письмо от агентства Нортвуд. Детективное агентство. Арнесон им написал, и они начали расследование. Скомканная бумага. Тут уже у нас любовное письмо от Арнесона для Люси. Опять же, нашей знакомой, которая помогла переодеть Ватсона. Так, все, здесь больше ничего нет. Можем заглянуть сюда. Как узнать содержание сожженного послания? Я тут, честно говоря, не помню. Сейчас будем на шару подбирать. Вообще не то. Хотя, возможно, мы еще не можем. Ага, тут такие отгадали. Вот. У Дэви же прекрасная память, поэтому он может знать. Он может помнить, о чем была телеграмма. И где сейчас Арнесон. Письмо от агентства. Ну, от агентства я точно помню, что должно быть, а вот второе... Ашмат, наш убийца, отвез Арнесона на болото в Байю. Кто нас может отвезти в Байю? Помните с предыдущей главы? На своей лодке. Короче, сейчас я вам напомню. Пошли спросим у мальчика о телеграмме. Davy, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Итак, когда начинается шторм, там, где падают корабли,
у путеводного света Стивенсона «Последнее объятие всех избранных». Что-то очень странное. Ну, короче, запомнили. Тут мы, в принципе, все закончили. Иконка у нас есть только над этим доказательством. Типа Люси. Значит, нужно вернуться к Люси и поговорить с ней. Погнали. Как видите, в этой главе у нас нету дополнительных заданий. Но основное очень длинное, большое. Вот, в принципе, дополнительных и не надо. И так нормально. Коняшка, кстати, ожила, если что, если кому интересно. Возвращаемся к таксисту и уезжаем обратно в порт. Кстати, я не знаю, может и есть где-то, если побегать, то можно найти дополнительные задания, но скажу вам откровенно, я не нашел. Сколько я бегал, не нашел дополнительного задания, поэтому едем. Got a spot in mind. New Orleans port, and quickly. Innocent slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. We'll overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What if we got ourselves into, Holmes? Ватсон все переживает, но... Who's your friend, Frank? We love a new face, and this is particularly lovely. Johnny boy, so how was it with Champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Ну, понятно, что Люси проститутка, а Арнесон был ее клиентом. Но они все-таки любили друг друга, так что давайте попробуем ее переубедить. Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? Так, все, что касается, здесь нужно выбирать все, что касается ихней любви, скажем так. Это у нас любовное письмо. Выбираем. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Опять же, выбираем что-то о любви. Фотка Арнесона с Люси. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Все еще упирается и добивочка. Добивочка — это обручальное кольцо. Arneson definitely paid for a ring in your size inscribed, "My princess, my love, my heart. It is for you." Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there. They swallow everyone. You mean the alligators? No. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death's messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies.
You see a path with them flowers? You turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Кстати, прикольно их лица меняются, то есть небритость, да, потому что они уже довольно-таки долго. И такие мешки под глазами, типа, и синяки от недосыпа. В общем, нам нужен кто-то, кто нас отвезет в болото. Если помните из прошлой главы, это была женщина, которая обещала за бутылку хорошего алкоголя нас отвезти на лодке, куда мы попросим. Вот к ней-то мы и пойдем. Я думал, что это Коул, которому мы помогли в прошлой главе, но это не он, а его вообще дома нет. И птички мертвой тут больше нет, ничего нет. В общем, неважно. Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you then. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. If you're going into the swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. At least in Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place, Champagne, did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery, however dark it may be. Hell's bells! I told you to stay away, Doctor. That he did, Holmes. I rule these waters. No hiding from me here. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. Шестая глава, не очень длинная, но довольно-таки сложная. Вначале нам нужно хорошенько так... Holmes, do you believe the sheriff that we won't escape? One cannot be hurt by superstition, Watson. Вначале нужно хорошенько так поискать Look, Holmes, fireflies.
поплавать на лодочке. А куда плыть, нам поможет, кстати, вот эта записка. Ключи для навигации. Итак, чтобы достичь цели, следуйте за вестниками смерти. А Люси сказала, что вестники смерти — это белые лилии. То есть нам нужно следовать за белыми лилиями. Огонь, где видим, туда тоже плывем. После кровоточащей ивы гонитесь за воронами. То есть на пути нам должны попадаться в будущем вороны. И если видим кресты, значит мы плывем в неправильном направлении. Кресты, типа, это неверный путь. Все, навигация есть, погнали. Вот видим лилии. И еще лилии. Так, и вот тут лилии. Ну, вы понимаете, что... Извините, вы понимаете, что такое лилии, да? Вот эти беленькие цветочки. Like a professional, Watson. University of London Boat Club. Silver medalist, 1874. Ватсон у нас спортсмен. Так, находим тут домик. Ну, скажу вам сразу, это не тот домик, который нам нужен. Так что плывем дальше по белым линиям. Лилиям. Тут плыть довольно-таки долго. И вообще в этих болотах... Блять, что это было? Видим крест, значит нам не туда. А вот здесь белые лилии, значит нам сюда. Тут вообще система лабиринтов в этом болоте. И очень легко, блин, заблудиться, наматывать круги. А на карте, карты у нас нет. Есть только изображение дома, который мы должны, типа, на который мы должны ориентироваться. Вот. Короче, плывем по ориентирам, которые у нас были в записке. Итак, начинается огонь. Не боимся огня, заплываем. Барабаны. Так, тут кресты, значит мы не туда плывем. Значит нам нужно вот сюда. На самом деле, если следовать ориентирам, то довольно-таки легко плыть. Несложно найти путь. Но если не следовать ориентирам, то, блядь, будете тут просто часами плавать, не найдете нужный путь. Underneath our boat. Probably just a rotten log. Did you hear that, Holmes? What do you see? A shadow. Nothing more. Так, расходится у нас опять путь. Тут лилий нет. А там вдалеке видно огни. Значит, нам сюда. If you told me when I binned your paper that we'd end up fleeing the law in a rowboat through the Louisiana Bayou, I dare say you would have hardly been surprised. Тут крест на дереве, значит нам сюда. Тут и огонек есть.
Там, кстати, на болоте можете заметить кучу разных домиков, около которых можно высадиться и их поисследовать, но в них ничего полезного нет. И да, тут дополнительного задания тоже не будет в этой главе. Ну, по крайней мере, я не нашел дополнительного задания. Getting thicker, almost suffocating. The stench of death. All too familiar now. Опять причал есть. Он тоже нам не нужен. Careful of the gators, Watson. It is stupidity rather than courage to refuse to recognize danger when it is close upon you. Так, видим, что тут крокодилы и аллигаторы нам не дают проехать дальше, проплыть, поэтому нужно что-то делать, как-то их отвлечь. Это, кстати, и есть кровавая ива из записки, кровоточащая ива из записок. После нее должны типа попадаться вороны. Ну, в общем, неважно. Отвлекаем аллигаторов трупами, пускай они себе перекусят, а мы пока проплывем мимо. А вот и ворона подвешенная. И еще. Какое-то, блять, стрёмное местечко мы плывем. Вот и нужный нам причал. Приплыли. Left by a crowd of shackled prisoners. This place gives me the shivers, despite the muggy night. Можем идти сразу в режиме визуализации. Кровь Арнесона, видимо, и следы, которые, ну, типа человек задом один шел, видимо, тащили Арнесона. Вот так вот, видимо, это происходило. Так, и приходим мы на капище. Костерчик, шашлычки. Burning flesh, just horrific. Keep away from it, focus on our task, so we may soon leave all this behind. Thankfully, it's not Arneson. Ищем, нам самое главное найти типа Арнесона. Tied here was bleeding in 4 places. This had to have been Arneson. Both ends of the rope were cut cleanly.
That's a lot of blood, but probably not enough to be fatal. The captive was dragged through hell. Так, тут тоже надо будет составить картину визуализации. Но сначала, как всегда, найдем все улики. This is not Arneson, just another unfortunate soul. Thankfully, Arneson isn't among the dead. The tracks lead behind the stone slab. Only this indentation was spared from blood. Ну, явно затащили туда. Это явно дверь. Она явно как-то открывается с помощью звездообразного механизма. Вот. Так, пошли дальше пока. Blood was poured over someone, leaving a gruesome silhouette. Blood was poured over someone, leaving a gruesome silhouette. A worn blade, but clean and without blood. Ножик чистенький, тут никого, значит, не зарезали. Bowls filled with blood. Но много крови, и в чашах есть кровь. Запомнили. А также запомнили еще раз, что не резали тут никого, не убивали. The initials EA are embroidered with silk thread. The prisoner's clothes tossed aside. A heavy weight scored impressions in the ground 1 inch deep. The wood is swamp cypress, endemic to the area. The blood is dry. The axe has not been used for some time. A simple rope. This is how those poor people were crucified. Опять же, на топоре давнишняя кровь, значит, никого не убивали. Days old and rotten. Damp and moldy hay. The prisoners were kept like animals, slowly deteriorating under the gruesome treatment. Так, у нас не хватает только... Для первой визуализации я не особо могу понять, почему это не хватает. Вообще, давайте найдем. The bloody handprint on this stone lacks 4 fingers. The victim's left hand under the soil. Sunken heels, the result of dragging a heavy body. Так, вот теперь должны быть все варианты, да. Итак, поехали. Первый клубочек. Так, ну мы знаем, что его не убивали. Потому что крови слишком мало. Но и сам он освободиться не мог, потому что потерял много крови. Ну и пальцы у него здесь на визуале. Нет, есть отрубанные пальцы. Ну, короче, он бы не смог это сделать, потому что потерял много крови. Значит, вот это будет правильная картинка. Едем дальше. Так, это у нас, наверное, визуал номер 2. Не, это 3. Ну ладно, давайте поставим. Итак, мы знаем, что его не убивали. Его, скорее всего, поливали кровью из чаш. Значит, это будет правильная картинка. Едем дальше. Ну, тут, наверное, второй.
Ну, стоит механизм, его заводят за дверь, в принципе, все правильно. Типа, оставляем это. И последний, 4-й. Вот, его привязали, примотали и тащили на кресте. В принципе, все должно быть правильно. Можно жать F, validate. Arneson was held captive in this cage until his abductors tied him to a cross and dragged him to the bonfire. Arneson was left hanging here for a while before being freed and led to the altar. At the altar, Arneson's captors performed a ritual on him and poured blood over his head. With Arneson now prepared, he was escorted to the sealed entrance. They used the mechanism with an indentation to open the passage. Так, давайте глянем, что делать теперь. Нам советуют закрепить эту штуку. Закрепляем ее иксом. Так, в углублении внутри был какой-то предмет, он должен быть покрыт кровью. Значит, нужно найти этот типа ключ. Давайте визуализируем. Идем к двери. Так, видим пятна крови. Предмет должен быть в крови, значит, кровавый след нас приведет к предмету. Вот и он. Вставляем и идем дальше. Покидаем место, потому что, ну, типа, а что здесь еще делать? Ватсон, как всегда, блядь, тупит. Оставляет нас одного в таком месте. В общем, если мы идем прямо, то нас просто возвращает. Поэтому идем сюда. Но нас хочет остановить непонятная сила. Не, короче, не обращаем внимания, идем себе вперед. Забираем книгу. Нас начинает таращить, как обычно, но мы идем на свет. Так, ребят, а вот тут реально сложно. Прям правда сложно. Ну, я потратил минут 10, наверное, на то, чтобы понять, что здесь делать. Короче, разворачиваемся, заходим в арку сюда. Тут у нас точно такая же местность, только зеркальное отображение той, которая за аркой. Здесь нужно опустить эти плиты. Для этого идем сюда. Закрепили плиты, став на кружочек. Раз. Но это еще не все. Идем в другую сторону. Тоже нужно закрепить вторую часть этих плит. Вот так, закрепили. Теперь внимательно смотрим и запоминаем, как эти плиты идут. То есть идут с выступа. Помним, что там точная копия этого места, только в зеркальном отображении. Это значит, что выступ будет не справа, типа, а слева, вот где-то примерно здесь. И все будет в зеркальном отражении. То есть эти плиты будут стоять в зеркальном отражении. Запоминаем их положение. Итак, они идут вот так. Тут обходят слева. Типа проходят между большим и указательным пальцем руки, статуи руки. Идут налево. Огибают слева камешек.
Это значит, что там все будет наоборот. Будут проходить и огибать справа этот камешек, эти плиты. Ну, потому что зеркальное отражение. Дальше нужно понять, как они идут. Рассмотрим детальнее. Итак, огибают. Проходят между клеткой и камнем. Огибают клетку. Идут вперед. И огибают следующую клетку. Вот, это все нужно реально детально запомнить. Теперь возвращаемся обратно. Теперь нам нужно, ребята, сделать, пройти по невидимым плитам, так как это было в той местности. Погнали. Не спеша, потихонечку проходим между большим и указательным пальцем, огибаем справа камешек, так, еще чуть-чуть, наверное, вот. Теперь идем вдоль, между клеткой и камнем. Честно говоря, не знаю, как далеко. Ну, допустим, как-то так. Вот, теперь нужно дойти дальше клетки. То есть примерно вот так. И теперь огибаем еще эту клетку. Вот, и спускаемся. Хух. Все, прошли. Вот, видите, кажется, все довольно-таки просто, блядь. Но я реально минут 10 стоял, тупил, бегал, визуализировал, блядь. Короче, погнали дальше. Так, сначала подходим сюда. Тут у нас кровяшка. Кровяшка и символы. Эти символы нужно запомнить. Итак, тут закорлючки с точечкой сверху. Тут у нас, даже не знаю, что это, человечек, допустим, пускай будет. Ну, короче. Это у нас цветочек, блядь, но с ножками. Короче, цветочек, человечек и закорлючки с точечкой. Запомнили. Идем сюда. И видим, символы есть. Вон у нас пробегаем быстро. Вот у нас цветочек с ножками. Значит, нам нужно умереть от этого топора. Загорелся символ от топора, которого мы погибли. Так, секунду, я откреплю эту херню, потому что она мешает. Так, ищем следующее. Нам осталось найти человечка и закорлючку с точечкой. Вон закорлючка с точечкой. Вот тут. Значит, нужно погибнуть от этого топора. Осталось найти человечка, типа. А вон у нас тот типа человечек. Вот от этого топора нужно погибнуть. Вот такой вот квест. Ватсон наконец-то разобрался со своим фонарем.
Holmes, what are you doing, sitting in a place like this? How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. Так, теперь поиграем немножко за Ватсона. The unknown, beckoning, great one, lightning! I should examine him before he has another seizure. Наконец-то мы нашли Арнесона. Severed fingers, the wounds are inflamed. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Heart is racing, 110 beats a minute. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get into the boat in a state like that. It's dangerous to us and him. Появляется задачка для дворца, как он там, дворец разума. Так, как мы успокоим Арнесона? Как его успокоить? У нас нет еще пока нужных нам запчастей для создания этой мысли. Поэтому пошли исследовать пока. Идем сюда. Odorless, watery, and hard to identify. Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Справочник фармацевта забираем себе. Some kind of amanita mushroom, extremely poisonous. Идем в другую сторону. This is Dwale, induces sleep and relaxation. Вызывает сон и расслабление. Ну, наверняка он нам пригодится. Salvia divinorum, provokes visual hallucinations. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It is birds judging by the color. Теперь пошли изучать в справочнике, что это, блядь, за неизвестная жидкость и неизвестная горелая смесь. Так, жмем пробел. Пахучее, клейкое, коричневое. Так, цвет уже можно сделать. Тьма. Вещество с сильным резким запахом трав. Запах резкий. Так. Согласованность, пускай будет желе. Пахучее и клейкое коричневое вещество. Возможно, типа желе. Жмем F. Айваска. Понятно. Идем дальше. Прозрачная жидкость. Что за прозрачная жидкость? Смотрим. Так, цвет прозрачный. Без запаха. Жидкость. F. Змеиный яд. Так, одной капли на 80 фунтов должно быть достаточно для мышечного расслабления человека. Вот теперь, по идее, мы сможем собрать. Итак, нам нужен Dwale, штука, которая вызывает сонливость, и змеиный яд. Dwale и змеиный яд. Забираем Dwale и бежим, забираем змеиный яд.
should help soothe Arneson. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can repair the boat. Тут еще всякое можно походить, пощелкать, почитать надписи. Типа, но пользы от этого мало. Просто чтобы глубже вникнуть в сюжет, возможно. Eyes without purpose, and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die, built in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice. Eyes without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. Holmes? Sherlock? What the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Bon Dieu! Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. You know Lucy? Belle from the nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him. Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes around here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation,
You fled. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics in Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear. As rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Глава 7. Очень короткая. Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Another sinking near Scotland. By the strand for the details. Бежим сразу к малому. Cool. Thank you, sir. Как видим, на лестнице появилась у нас до боли знакомая картина, которую мы везде видим. Блин. Такая интересная вещица. Кстати, тут можете забежать в дом, в котором мы собирали кукол, и кукольный домик. Он открыт, и там тоже на стене висит подобная картина. Но никакого дела там дополнительного нет, так что погнали по основным. It has been a while, Barnes. Dr. Watson, indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel.
I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Итак, A moment, please. Spellbinding pages. во-первых, мы узнали, что стихотворение Стивенсона. Стивенсон — это знаменательная семья британская. Короче, вы взяли книгу о британских семьях, сейчас будем его искать. Узнали, что продавец книг у нас теперь счастлив, и он встречается с продавщицей цветов. Вот. Nearly done, Doctor. Have you found the book you're after? Воспользуемся поиском в архиве для того, чтобы найти семью Стивенсона. Итак, труды моих предков бежал от моря. Значит, их достижения в море, морские. Период — это современный писатель, значит, 1800-е. И так, они из Шотландии. Ищем семья Стивенсонов. Итак, короче, они строят маяки. Их фишка в том, что они строят маяки. Можем заглянуть тут. О чем говорится в загадочном послании для Ашмата. А загадочное послание для Ашмата — это была та телеграмма, которая была сожжена в доме Андерсонов и которую нам восстановил Дэви. Так, где она? Где она? Вот. В этом послании было написано: когда начинается шторм, там, где падают корабли у путеводного света Стивенсона. Последнее объятие всех избранных. Короче, это означает, что Ашмата приглашают к маяку. Явно. У путеводного света Стивенсона это у маяка, значит. Так. Наверное, мы сможем уже разгадать эту хрень. Так. А может, еще пока не сможем. Сейчас посмотрим. Не, наверное, не сможем. А, не. Маяк, построенный Стивенсонами к западу от Лохабера, Шотландия. Так. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Так, здесь у нас есть 4 маяка на карте. Один. Там очень много всего написано. 2. Все равно мы этими маяками будем заниматься в нашем дворце разума. Поэтому, типа, тут можете особого внимания не обращать на текст. Doctor? Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Оставляем книгу или не оставляем? Честно говоря, я не знаю, есть ли разница в выборе. Давайте оставим ему, хрен знает. You have been of great help, so
Yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Типа он нам все-таки помог. Оставим ему книгу, пускай поизучает, потом заберем. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction. The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Можно взять дополнительное типа как бы задание, наверное, или что это такое, хрен знает. Давайте возьмем, потому что эта глава реально очень короткая. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Итак. У нас есть теперь профиль Рочестера. Миллиардер. Короче, всякая херня. Родители погибли. Он сел на корабль. Корабль был затоплен. Шторм потопил его корабль. Никто не выжил. Но тело Арчибальда не нашли. Несколько задокументированных драгоценных камней Рочестера недавно всплыли, были развязаны с луизианскими банками и Черным Эдельвейсом, среди прочих мест. Значит, он как-то связан с этим нашим всем делом. Плюс, если помните, мы находили Ашмату записку или там письмецо с буквой R типа в авторстве. Кто является лидером культа? Возможно, мы уже сможем это разгадать. Арчибальд Рочестер жив, возглавляет культ. Он намерен провести чудовищный ритуал на маяке Арнамурчан. В жертву будут принесены все похищенные люди. Короче, кого они стырили, того они убьют на этом маяке. Но сейчас нас интересует не это, нас интересует вот это. Брифинг от Майкрофта. Один из информаторов, Филипп Хоук, не выходил на связь в течение, последних дней. Он работал над расследованием недалеко от своего жилья. Хоук инвалид. Его дом находится рядом с домом одного из ваших клиентов, капитана Стенвика. Того чувака, у которого пропал слуга Кемихия. Доложите мне после посещения, я буду в книжном магазине. Идем в дом, который находится около первого нашего расследования. Тут какой-то стрёмный типочек. В общем, неважно. Так, это у нас особняк, в котором мы проводили расследование в начале. Значит, здесь должен быть дом Хоука. The oldest letter was delivered 3 days ago. The milk has soured.
luck getting in here. Посмотрим, есть ли тут задний двор. A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Much like London itself. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. Royal Berkshire Regiment. They had it tough in Afghanistan. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed. Записка. Он описывал все, что видел в подзорную трубу около посольства. Последняя запись. Мужчины проводят совещание на 2-м этаже. Есть карты и загадочная буква М в конце. Я так понимаю, что это намек на Мориарти. Типа, возможно, в какой-то там следующей игре. Хрен знает. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Короче, осы закусали до смерти. Вот, в принципе, и все. Можем пойти доложить Майкрофту. Он в книжном магазине. Японское посольство мы войти не можем. Ну, короче, я не знаю. Тут вряд ли есть какое-то продолжение у этого дела. Возможно, это просто такую нам пасхалочку оставили. Такой намек на будущую игру. Вот, вообще я так-то по городу побегал и не нашел дополнительных заданий никаких. Хотя, ну, как-то очень маленькая глава получается. Ну ладно, идем заканчиваем. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I have found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Тоже абсолютно не знаю, есть ли смысл врать или нет смысла врать. Давайте скажем. Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawk's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further. Do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Ну, в принципе, все, дело завершено, нам сказано. Вот, поэтому я так думаю, что и нету здесь ничего дополнительного. Можем, кстати, еще зайти. Dr. Watson, how nice to see you, despite the inclement weather. At least my flowers are enjoying the rainfall. Поговорить с продавщицей цветов, у нее тоже все хорошо. Если поспрашивать ее несколько раз, она расскажет о том, что помолвлена с продавцом книг. Короче, у них все заебись. Не сюда. Все рассказываем Холмсу, и на этом глава заканчивается. Holmes, I have the translation. Barnes will keep researching. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes gave us a preliminary translation of the book. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends,
colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Что ж, друзья, последняя, 8 глава, в принципе, не очень сложная и не очень длинная, если знать, что делать. Бежим наверх. The door won't budge. Barred and barricaded from the inside. Заглянем в наш дворец разума. Как остановить ритуал? Ну, у нас пока не хватает улик. Добираемся до пещеры. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Where did the shirt come from? Holmes, look, there's a body here. Not just any body, it's Ashmat. А это наш Ашмат вместе со своим ножом кривым. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Oh, his eyes are gouged out. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. A broken chain, something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. Что-то было у него на цепочке. Нужно найти.
Закрепляем эту штуку. Тут он выколол сам себе глаза. Тут он что-то искал. This branch was recently broken. The wood is still green. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. А вот и вещица, которую искал Ашмат. Scratches. This medallion saw frequent use. Interesting occult pattern. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Теперь идем обратно в пещеру. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key, and we already have it. Ну, то есть медальон, который мы нашли, это и был ключ к этой двери. Продолжаем. Теперь мы внутри маяка. That's a crafty mechanism and quite ancient. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. Нужна свежая кровь, и мы используем тело Ашмата для этой цели. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flask. Набрали крови. Возвращаемся к сосуду. The lever doesn't want to stay on its own. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Пока Ватсон держит рычаг, идем в соседнюю комнату. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Ah! We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Собираем и вставляем.
Так, еще одна. Be ready for anything, Watson. It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. Взяли 2 монетки. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. Уравняли. Здесь у нас обсидиановое сердце лежит. И монетки. Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Играем за Ватсона. Бежим по темным подземельям. Если не знаем, в какую сторону бежать, жмем Q. Таким образом, зовя Холмса и двигаясь на его голос. Are you all right? Holmes, speak up. Help me. Holmes. Please, John. Holmes. Please, John. На развилках можем его звать, чтобы понимать, в какую сторону Holmes, speak up. бежать. Holmes. John, I'm falling. I'm coming. Help. Please help. Так, что-то я не понимаю. Keep talking. Watson. Ага. Keep talking. Watson. Holmes. Holmes, come on, wake up. Thank heavens. What were you doing? What happened? The world. Stars so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot... You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop, Rochester. We must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. Дошли мы до маяка. I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete. Careful, Holmes. Тут стоит какой-то типочек лицом в стену. Sir, are you all right? No response. Так, дневник смотрителя. Ничего важного. В этой главе у нас будет куча таких неважных, но раскрывающих сюжет доказательств. Если хотите, останавливайте, читайте. Так, а тут у нас начинаются лазеры.
piece appears to rotate. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. Предупреждение о шмату. Итак, это линзы Халида. Они заряжаются этими лазерами, которые мы видели. И когда они заряжены, мы можем их разбить обсидианом. Так, еще нет. Don't mind my trembling hands. It's not fear, it's adrenaline. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. Как прервать гипноз? Нам нужно разгипнотизировать этих людей, освободить их. Итак, нужно зарядить линзы и потом их разбить. Так как остановить ритуал, мы еще не знаем. Вращаем просто лазер, наводим на линзу. Вот так. You did it. The lens broke. John, the worshippers, we need to make sure. Of course, I'll see if they're all right. At least this awful mask is breathable. Her chest is moving fast. She's hyperventilating. Check her pulse, can you, Watson? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. Хорошо. Можем идти дальше. Stop there, shipmates. A storm awakens and we've battened down the hatches. Dirty Summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! Watson, you killed him. I didn't have a choice. Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summer's death will be but one of many. Грязный Сомерс, который похищал людей по приказу Рочестера. The sailor who didn't survive the storm. The port of London feels so long ago. My sanity Forgive me, is Summers. slipping away. I feel like I've been there. Так, что у нас тут? They made sure no one could enter through the main door. Записки Ашмата. Бред, короче, его бред. There
modify the gallery and watch room. Khalid lenses are placed inside the lantern room. Разместил ли 4 линзы наверху маяка и излучатели? It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. One moment, Watson. I'll redraw this blueprint. Вот теперь мы сможем решить задачку, как остановить ритуал. Нам просто нужно уничтожить линзы с помощью излучателей, точно так же, как мы только что сделали. Вот и все. Тут еще можно найти дневник грязного Сомерса, почитать. Это сюжетная хрень. Ну, короче, нам это все не надо. Уходим. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the imagination. Come on. We'll go together. Hard to imagine. Look at them all. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here, see to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end. Так, пока Шерлок его отвлекает, нам нужно уничтожать линзы. Эти пидорасы не дают поворачивать. Ну, первая была легко. How could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Ah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see?
Так, ребята, вот тут надо обязательно отвечать честно. Типа, я видел другие миры. Something beyond the capacities of my imagination. A world so alien, but so familiar. Yes, I see it too, in your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Так, второй. Пробираемся сквозь толпу, нажимая нужные буквы в нужный момент. Здесь делаем следующее. It's completely broke. It's completely broke. Something is missing. Interesting. This could prove useful. Берем кристалл и вставляем его сюда. Так, два этих направили сюда. Два этих направили сюда. И пробираемся назад сквозь толпу. What is the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice,
he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? Опять же, отвечаем честно. I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Блин, чуть не ступил. И пробираемся назад. Двигаем эту штуку влево. Потом вернем обратно ее. You truly believe it? That a god arises from below, that the world shall end. There is only nothingness, only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. It's... You drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Oh, you're one of my cross agents. This has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course, I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes, now is the moment. You know it in your heart. Say it. Say it. Мне кажется, что разработчики вкладывают в ее уста пасхалку, связанную с тем, что все-таки эта игра — это ремастер. То есть, когда-то Холмс уже с ним встречался, то есть в прошлой игре.
Зов Ктулху или как-то так. Я не играл, ну типа это вообще первая игра по Шерлоку, которую я играю, поэтому я не в курсе. Вот. Но, видимо, там все-таки пасхалочка. It's real. All of it, it's real. Вернем обратно, как было. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! No! Curse you! Oh, Great One, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down! The wave! Come with us! Turn yourself in, save yourself! The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach! No! God! Sherlock, we must get inside! I have to see it, John. I have to know. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No. Pardon me? Do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. Ah. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, not that. No. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least.
That's lucky. И он сжег эту историю. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю, мы закончили проходить Sherlock Holmes Awakened Remastered. Что сказать по игре? Игра очень понравилась, игра охуительная. Это первое мое знакомство с серией Sherlock. И я обязательно пройду все игры серии. Так что вы обязательно подписывайтесь, ставьте свои лайки, чтобы стимулировать меня к записям новых прохождений. По игре были нюансы игровые, геймплейные. Можно снять 0,2 балла. Графика не идеальна, можно снять 0,2 балла. Были провалы в текстурах. Были игровые моменты, когда нам объяснялось какое-то действие позже, чем надо было. Тоже геймплейные моменты. Я думаю, что эта игрушка, ну, в принципе, во всем остальном, она крутая, реально. Тут и озвучка охуительная, и сам сюжет неплох, история, геймплей тоже прикольный. Вот, в общем, игрушке смело можно ставить 4,4 балла из 5. В принципе, все. Так-то все очень круто. Подписывайтесь на канал, скажу вам еще раз, вдруг поможет. Вот, а вы смотрели Cult Games. Увидимся в новых прохождениях других культовых игр. До новых встреч!